немного шумно было. Я говорю, было же среди мусульман, что мусульмане, одни мусульмане, шииты, суиты, там, я не знаю, кто из них. Понял. Я как бы... Я хочу добавить пример. Просто... Да, говорите. Спасибо. Я хочу добавить пример по поводу Египта. Мы не все слышим о том, что происходит в Египте. В Египте постоянно происходят взрывы в самом Египте по поводу, связанные с политическими движениями, религиозными и так далее. Немногие это видят и не выставляют это даже в новостях, сколько людей погибло от террористических актов. Там взорвались 5, там взорвались 10, там взорвались 26 и так далее, и так далее, и так далее. Никто не видит эти цифры. Как бы мы об этом даже не говорим. Мы начали разгребать статистику всего происходящего примерно, наверное, на прошлой неделе и просто ужаснулись. А вот у нас Египет под боком. Как бы это происходит просто постоянно. Так что я не говорю о том, что это было, это происходит. И пока существуют террористические организации в самом Египте, это будет продолжаться. Да? Не дай бог ни на кого, чтобы все были живы и здоровы. Но это происходит. Я не хожу далеко в сторону Сирии, Африки или любой другой страны. Я закончу. Видите, я не знал, что вы мне сейчас открыли немножко информацию, что вот это все, что я сказал, что в мечетях подрывали друг друга, что оно продолжается, просто до нас не доходит информация. Да, я тоже прокомментирую. Вот я, наверное, думаю, что наверное, мусульмане больше всего как раз-таки убивают друг друга, осуждают плюс 32. И вот в чеченском обществе нас тоже это не обошло, потому что путь Ахмата Хаджи, русские, они именно его основали на том, чтобы бороться с инакомыслием религиозным. То есть вот эти вот ваххабиты, против них как раз-таки и создали, на их теме как бы и возникло вот это вот движение Ахмата Хаджи Кадырова. И благодаря этому как бы из-за того, что вот эта идеология ваххабизма, она была ненавистна многим чеченцам, да, она как бы противоречила нашему и укладу, и самобыту. И из-за этого как раз-таки, из-за этого ваххабизма и удалось многих чеченцев вот так вот перетянуть на сторону под русский сапог, да? И потом убивать как бы друг друга, вот это вот межнациональная рознь, скажем так, да, там на основе вот этих идеологий. Вот так примерно и была создана. Россия получила наследие очень богатое от Советского Союза, потому что при Советском Союзе, я как бывший коммунист это все знаю, там были отдельные не только партийные, а КГБшные отделы, которые занимались религией, которые разрабатывали все методички и прочее, все остальное. И для христианства, и для мусульманства, и для других религий все это разрабатывалось. Для того, чтобы это все уводить и держать под контролем. И все. И что примечательно, да, вот этот путь Ахмата Хаджи, он создавался на борьбе, то есть скажем так, на ненависти к вот этому ваххабизму. А в итоге сам полностью возглавил его, да? Вот эти же бороды, вот эти же там всякая сунна, хадисы, предписания, там хиджабы на женщинах, там вот это, я не знаю, всякие атрибуты, там поднимание рук во время молитвы, то есть все, что именно противоречило вот этим вот антиваххабистским взглядам, да, изначально. В итоге вот это вот русское движение «Путь Ахмат Хаджи» в Чеченской Республике, оно
абсолютно возглавило и абсолютно в точности начало отвечать вот этим вот запросам, да, там, вот этого ваххабизма. То есть вот так хитро это работает. Как бы за что боролись, на то и напоролись, как говорится. Я хочу на секундочку обратиться ко всем тем, кто находится в стриме. Пожалуйста, поддержите эфир. Тут находится почти 40 человек. Давайте разгоним эфир, потапаем дружно и поучаствуем в беседе. Значит, что-то вот приветствую всех, аж тоже времени не было говорить, обстоятельства. А вот тут бан или что, почему люди не заходят? Сами вот чеченцы, вот вроде бы, да, вот такие вот, не просто острые, а фундаментально критические темы, которые, ну, прям вот решающие, да, можно сказать, поворотные, судьбоносные какие-то темы, или они не до конца понимают, что происходит, или нужно что-то такое, чтобы поругаться. Что происходит? Почему не участвуют? Мы уже сколько вот времени призываем. Просыпайтесь, смотрите, изучайте, анализируйте, участвуйте, ну хотя бы слушайте. Ну, и вот до сих пор вот как-то все это тишина. Они думают, вот народ думает, что вот так вот какие-то группировки будут за кулисами там какие-то дела свои делать. Поэтому-то они как раз и делают, поэтому-то у них это и получается, потому что вот масса молчит. Но они видят, что молчат, и вот спокойно своими делами занимаются. Как призывать, как разбудить этот народ, неизвестно. Задача такая. Ну, плюс еще религиозная, конечно, тут составляющая. Считает, что вот эти вот каналы, связанные с ЧДП, они все какие-то против Аллаха. Вот какое-то они зародили мнение такое, что вот эта деятельность раз демократичный вектор демократии, они считают, что обязательно это против Аллаха. Вот им российская пропаганда закинула это в мозг, что демократия это против традиционных ценностей, и демократия это против таких духовных ценностей. А в чеченской среде так вообще, что это демократия, это вообще против Аллаха и так далее. Это тоже вот создало такой барьер для основной массы спящего населения, чтобы вот зайти, о чем тут говорят вообще. Ну, вот, короче, со всех сторон зажали, вот, я не знаю, вот, как-то надо, я не знаю, как собраться, действовать, что делать. Я не знаю, брат, как это самое в Коране там сказано, но я знаю, что Бог сотворил небо и землю и дал человекам, то есть велел человеку руководить, управлять землей, понимаешь? И демократия это и есть народ, вот, и руководить, управлять, вот, понимаешь? И поэтому, чтобы это было против Бога или против Аллаха, это чушь. Потому что Бог создал человека свободным, вот, и дал ему повеление, что он должен на земле всем этим пользоваться. И только было, я думаю, что в Коране тоже есть эта информация, что Бог повелел от одного дерева не трогать плода этого дерева. То есть это просто была проверка, насколько человек верный и с уважением относится к Творцу. Не суть там в дереве, а в действии человека. Вот произошло что.
Это пренебрежение, непослушание, то есть неуважение и все остальное. Поэтому Бог создал человека свободным, а вот эти все деятели религиозные, они вот это все перекручивают, создают свои там методички и порабощают людей. И этим самым порабощением наживаются и живут, и жируют. Блин. Вот. Объявляют посты, а носят впереди себя 1 центнер пуза, блин, живот. Блин. Вот. Понимаешь? И носят на шее большие цепи золотые, блин. И из орудия убийства сделали украшение. То есть крест, на котором был распят Спаситель Иисус Христос. Они носят это украшение золотом, там прикрашают этим самым орудие убийства. Вот, например, если, например, где-нибудь даже вот это... МТ, я извиняюсь, у нас мы не совсем приветствуем такую религиозную тему. Ну да. Конечно, там буквально коротко, если там вы что-то высказали, это понятно, но как бы у нас тут получается, что мы пытаемся просветить свое общество от одной идеологии как бы в пользу другой. То есть вот такая ситуация получится. Так вот, Ибрагим, так вот это и создается, вот идеология порабощения, понимаешь? Вот. Поэтому все перекручивая по-своему. Я хочу сказать, что вот этого не было, да, чтобы мы как бы да. пытаемся пробудить, наоборот, общество, чтобы они как бы думали головой и относились правильно там ко всем религиозным убеждениям и так далее. Но тут у нас потом еще больше начинают дискредитировать, типа, что мы пытаемся там из одной идеологии общества привести в другую. Поэтому вот такая тема, я просто прошу, чтобы мы слишком не циклились, да, там вокруг религиозного вот этого дела. Да, но дело в том, что я просто говорю, что у всех религиозных и идеологических есть течениях, есть эта самая цель, кто стоит как говорится, вот этого у руководства, у них одна цель. Вот, порабощать людей и властвовать над ними, и все. Поэтому твоя цель просвещать свой народ, Ичкерию, ичкерцев и чеченцев, как там правильно вы сами определяетесь. Вот, моя цель это самое просвещать мой украинский народ, чтобы тоже они думали, читая, не просто слепо верили, вот, а задумывались, потому что сам Всевышний говорит: не всякому духу верьте, а проверяйте, от Бога ли, от меня ли он. Да, да, это вот детали, как верить, во что верить. Тут вообще вот у нас вот была как бы политическая ситуация такая, что с помощью вот этих инструментов загнали народ в другую дверь, короче, открыли другую дверь и сказали: вон туда вам идти. Ну вот смотри. У нас есть... Нет, подождите, у нас есть Конституция, мы вот все время это напоминаем. У нас есть Конституция. Там у нас есть статья, это светская Конституция, то есть нет никаких религиозных там предпочтений. И есть статья, что свободу, вероисповедание, свободу можно кого хочешь верить, можешь никого не верить. То есть это фундамент. Верить сколько хочешь и в кого хочешь. Можешь и не верить. Главное вот это вот государственное устройство. Чтобы ты не нарушал, не навязывал. Да, не навязывал, но государственные законы. Государственные законы должны быть для всех одинаковые. И для верующих, и неверующих, и может что угодно верующих. Главное, чтобы не нарушали общественный порядок, не нарушали личное пространство, личную жизнь не лезли людей. Сами вот себе организовывают какие-то кружки, какие-то заведения, там, какие-то на выходные какие-то дела там.
государство даже может помочь в каких-то положительных, позитивных мероприятиях, действиях. Вот о чем. Не даже, и помогают они, да. Да, да. Ого. А вот эти вот как бы российская пропаганда с помощью всех инструментов, она как устроила? Когда мы говорим вот эти вещи, она сделала так, как будто бы теперь демократически настроенные люди, государства, они как будто бы против Аллаха, против пророка, против религии, против Бога вообще, какого бы ни было. Вообще неверующие, атеисты. И вот подменяет вот эти вот понятия. И в итоге народ, короче, демократию воспринимает как что-то такое злое, какое-то антибожественное, противобожественное. Духовное. Да, и они начинают абстрагироваться, шарахаться от этого слова. Потом еще присылали сюда вот эти вот этих... ЛГБТ. Да, ЛГБТ, там, туда-сюда, вот это все приплюсовали. И вообще, короче, полностью теперь они шарахаются от этого, от слова демократия, как от чумы. А мы всего лишь призываем просто вернуться на... Сейчас, секунду, здесь шум. Мы всего лишь призываем вернуться на закон, принятый народом, самим же народом принятый в начале 90-х, который устанавливает равные права для всех категорий людей. Вот абсолютно для всех. Верующих, вверх ногами ходящих, на бровях ходящих, каких угодно. Главное, чтобы они не нарушали общепринятые законы. Вот, и нас вот сломали народ, это понятие подменили, и теперь вот блуждает, не знает, куда, что хочет, чего хочет. В итоге они все попрятались. Это не наше дело. Лучше уж никуда не лезть, чем во что-то лезть, потому что неизвестно из этого, что получится. Уже люди даже боятся вот что вообще какую-то позицию занимать, потому что полностью потеряли ориентацию в пространстве. Ну, что-то такое вот происходит. Закошмарили, в общем, общество. Еще добавлю, когда вот эту конституцию приняли со всеми наблюдателями, по-моему, там 50, что ли, где-то вот так наблюдателей было. И никаких претензий к этой конституции не было. И никому она внутри даже не мешала. Вот как этот приняли, пошло, Россия начала свою пропаганду. И вот так. А люди же не знали тогда. Конечно, он, так если взять общее, да, государство, основная религия, ислам. Но этот ислам мы, который знали, это вообще небо и земля не подходит. И они под этот шумок, среди этого они впихали, подменили, не спросив ни народа, ни у кого. И вот так искусственно все они создали, и вот так мы в этом положении сейчас и находимся. Мы хотим просто этих людей хотя бы проснулись, о чем мы говорим. Но беда в том, что пропаганда их сильнее. Админ, ты здесь? Ты здесь внизу? К сожалению, люди спят еще пока. Админ, ты мог бы еще раз прокрутить видео с форума, который провели хорошие русские, когда вот эта женщина задает вопрос, именно вот этот момент, когда она второй раз перезадает его более
Ну, или просто первый раз, да, вот когда она его задала этот вопрос, этот момент, а потом Дугина ты мог бы поставить тут? Сначала вот это нам показать, а потом показать Дугина. Да. Наталья, пожалуйста. Коротко на экран выведи, потом, чтобы не блокнули, уберешь. Изначально, да, я, безусловно, за то, чтобы регионы, республики, которые хотят отделения, жили самостоятельно. Чечня, ну, наверное, первый претендент из всех сегодняшних республик. Поэтому у меня вопрос такой чисто познавательный для себя, который на мое отношение к вашему решению и к самостоятельности не имеет. Вот когда Чечня станет самостоятельной, как вы полагаете, она будет ли или нет она исламской республикой с законодательством, основанным на нормах шариата, и насколько укрепятся связи и влияние на Чечню мусульманских ближневосточных стран? Можешь тормознуть теперь? В 1992 году, 12 марта, Убирай, чтобы не блокнули. Теперь вот Дугина можешь поставить? Под рукой он у тебя? Система ВИРДов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейпы — это рода. Эти тейпы, токумы — это кровное родство, но дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удуков или Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами из суфийской среды, полно носителями мифологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы смогли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло ваххабитские тенденции просто как неких союзников в борьбе с светским, постсоветским логосом, или продолжая советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был связан феномен Кадырова. Кадыров — это вор, а Басаев — вор. Басаев — это, несмотря на то, что он чеченец, он встал на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможен, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае российское руководство, не провело достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабитским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось. Потому что чеченцы, вот, действительно особый народ, они подрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого естественно произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. Вот и все.
Вот этот вопрос, который там, бабушка задала, там, женщина, тетка вот этому исламисту, который там сидел и потом пытался выкрутиться, как уж на сковородке, да, побоялся ответить четко в лицо, да, что он устанавливает исламское государство. Вот этот вопрос, если бы этот напротив сидящий был бы честный, он его бы переадресовал вот этой тетке. Вот это как раз вопрос к вам. Вы у нас исламское государство устанавливаете или какое? То есть вы, вот россияне, русские, хорошие русские, вы намерены в будущем опять нам через Дугиных, через вот этих своих идеологов втюхнуть идеологию вот этого политического ислама. Вы опять нас хотите вот так использовать, противопоставлять друг другу, вот так вот нас мучить, да, там, постоянно нас вот в таком вот терроре держать. Вот этот вопрос как раз должен был быть перенаправлен туда. Но так как эти лицемеры, будулаки, короче, ведут себя вот таким образом, да, именно отвечают как раз интересам вот этого исламизма в нашей среде, да, там, вот они поэтому не могут, он честно там не может вести какой-то диалог, и получается, что и эта сторона, они все вместе ведут вот такую подрывную деятельность. То есть люди, которые нам притащили эту идеологию ваххабизма, сегодня понастроили нам 1600 мечетей, полностью здесь в Европе терроризируют нас, да, не дают нам высказать спокойно волеизъявление. Вон подключили всю ЧГТРК, чеченская государственная телерадиокомпания, так называемая, чеченская. Там чеченского вообще ничего нет, там ОРТ дублируется просто в нашей республике. Полностью этих деятелей подключили, нас здесь терроризировать, призывать к террору против нас, вот тех, кто высказывает здесь правду. Вот этим всем занимаются, и эти же деятели, вот эти же представители русского мира у нас спрашивают, у вас там исламское или какое будет? Это к вам наоборот вопрос, вы еще долго будете нас вот этими исламскими вот этими движениями постоянно мучить? Вот так вот нас использовать, манипулировать нами. Вот так еще долго это будет продолжаться, русские? Я отвечу. Можно? Все будет зависеть от количества украинских дронов. Полностью согласен с вами в этом плане, да. И не могу как бы, я не знаю, вам как-то опровергать вас, потому что это как раз-таки, да, от этого и зависит. Но вот для быдла массы, да, которая не хочет понимать чему мы хотим его информировать, после русских каких-то хозяев, скажем так, манипуляторов, да, в любое время появятся какие-то другие там. И с Турции могут манипуляторы появиться, и с какой-то Саудовской Аравии, и из какого-то, я не знаю, Бангладеша, короче, да, да любой он какой-то, я не знаю, маломальское там, даже то, что государством назвать там нельзя, из Африки какие-то, Папуа Новая Гвинея, оттуда манипуляторы. Если вот это общество не будет использовать свою голову для предназначения. Кстати, насчет Папуа Новая Гвинея и Турции. Режим, ну, не буду назвать режим, я скажу, что правительство во главе Эрдогана, его политика, внешняя политика основывается на том, чтобы объединить всю умму под собой. Как бы он является
новым халифом для всей уммы мусульман. В эту умму ходят абсолютно все, включая Ближний Восток, включая Малую Азию, Большую Азию, всех мусульман этого мира. Ну, я не побоюсь сказать, что и включает, секундочку, это включает, да, сейчас, да, включает и Чечню, и Кавказ. Так что его взгляды направлены и к вам также. Мне только интересно, скажите, пожалуйста, чеченцы, они являются пантуркистами? Если вы являетесь пантуркистами, да, тогда обращение товарища Эрдогана в объединении уммы и походу на защиту Аль-Акса относится и к вам. Если вы не являетесь пантуркистами, не являетесь уммой, да, тогда вы выбираете совсем другую дорогу и выбираете свою страну. Как бы это мое обращение к тем, которые собираются создавать мусульманское, джихадистское, я уже похожа на Нухчи, шариатскую страну. И мне интересно, когда вас позовут на джихад в сторону Аль-Аксы, вы пойдете, как послушные пантуркисты? У меня все. Я не удивлюсь, если у нас и пантуркисты появятся. У нас даже был такой пациент, как-то в эфире, который был шиитом. И там мы с него уже приходы там начали ловить, не знаю, или смеяться нам, или плакать. И кто-то там, его Хамини послал в одно место, и он, начал на себя тельняшки рвать, там мамой клясться, угрожать, что найдет, из-под земли достанет того, кто вот этого уже находящегося там возле Гурии, вот этого Хамини, когда его обозвали, типа за него, как говорится, за Русь или как это называлось. То есть за вот этого Хамини он готов был растерзать своих соотечественников. Ну вот, это как раз то, о чем я говорю. Если вас призовут на всеобщий джихад ради уммы во главе с Эрдоганом, пойдете? Это мне что напоминает песни Муцараева, на секундочку. Как раз именно эти слова. Эрдогана есть намерение восстановить империю, Османскую империю, которая обладала теми же народами, распространялась и все. Прошу прощения, но я с вами в корне не согласна. Потому что на данный момент то, что делала Османская империя, она завоевывала, да, обращая людей в ислам. А здесь идет совсем другой нарратив. У вас уже есть готовые народы, которые все в исламе. Вы просто создаете такую почву для этих людей, которые, в общем-то, чувствуют всеобщий призыв, как братья и сестры мусульмане, и все идут в общем порыве. Вам не надо идти завоевывать кого-то. Вам не надо проливать кровь своих солдат и идти уже кого-то бить ради того, чтобы перенаправить их в другое условие. У вас все готово, по большому счету. Так Страны это готовы. же Вы есть. просто поднимаете их, объединяете их так, как это написано в религии, и говорите: опа, вперед. Да, Всё? так это же и есть. Объединение – это умов, это и есть. Нет, это Завоевание. это чуть-чуть другое, потому что вы сказали, это уже объединение уммы. Это не захват Османской империи.
Да, но мы сегодня уже живем в другое время, поэтому сегодня идет гибрид, вот, где вот как Россия, это гибрид, вот, они не справились с нами, украинцами не справились, вот, не удалось им покорить наши умы, вот, и они начали к кулачному бою прибегать. Они то же самое начинали. Мы же братья, мы же все и прочее, единые, и все остальное, все. Вот, Святая Киевская Русь, Киев, мать городов русских, вот, Анна и все остальное, королева Франции, это наша женщина, она царила, все, мы такие крутые, русский мир, все остальное, да. И многие повелись, стали коллаборантами, стали предателями нашего государства. Еще раз скажу, что я не согласна с вами, потому что не идет сейчас речь о том, что братья по национальности, окей? Мы говорим сейчас о религиозном аспекте, совсем не связано с национальностью, что все русские или не все русские, и общее одно и другое. Здесь нет ничего общего. Здесь есть только религия, которая объединяет, и единый подъем для всех, идем на джихад. Так нас тоже московский патриархат завоевал, эти исторические ценности прихватил. Вот, они тоже православие, через православие. Это покорение было. Вот я сам с Тернополя, моей области, вот, может, слышали, Почаевская лавра, там исторические такие здания, все там построение, все. Вы знаете, кто там руководил? Вот, это московский патриархат, и они получали оттуда приношения прихожан, хорошие деньги. Вот, а там были, как говорят, высвеченные КГБшники, ФСБшники. Вот. И все. И точно так же в Киево-Печерской лавры. Они же не хотят оттуда уходить. Они начинают в Организации Объединенных Наций, которую они ни во что не ставят. Они все законы поломали, все начхали. А когда их не интересы, они потом в этих организациях кричат, что вот их там это самое не уважают, унижают и все остальное. Что их выгоняют там с Киева, с Почаева и от других. Я не буду с вами спорить, потому что... Еще раз повторюсь, я не буду с вами спорить по поводу христианства. Да, я лучше останусь в той сфере, в которой я еще кое-что понимаю. Что если чеченцы, вы чувствуете себя пантуркистами, чувствуете себя тюркскими народами, да и не только, да, то, пожалуйста, добро пожаловать в Турцию. Сами выбирайте. Ну а что, по большому счету так оно и есть. Ум объединяется. Ну да, как теперь донести до народа это? До народа вот, мы пытаемся донести, что у нас не надо никуда бегать ни за какими тюркистками, никакими там другими какими-то образованиями исламскими, шариатскими, христианскими, буддистскими и все иными. У нас уже есть принятый закон, который дает равные права для всех категорий граждан. И вот самое интересное, вот насколько у них получилось
вот это испоганить слово «демократия» у российской пропаганды, вот это все получилось так, что вот насколько чеченцы шарахаются этого слова. Хотя, по своей сути, чеченцы как раз генетически и по мировосприятию, мировоззрению, по всем понятиям, чеченцы сами по себе демократы. Потому что всегда чеченцы решали все вопросы сообща. Положить ли асфальт на улице? Вот вся улица, да, допустим, асфальт или будем камень ложить, или гравий положим. Улица собирается и сообщает, решает, что лучше, как лучше будет, на будущее, по цене, по какой-то экологической пользе или другой. Это все совместно решается. Никогда не было, чтобы с улицы появился какой-то тип, чеченец, и решил за всех, вот сейчас я асфальт положу, мне плевать на все ваше мнение, мое мнение самое важное и правильное. Никогда такого не было, и даже если кто-то это захочет, это не прокатит. Никто, ну это как бы даже смешно вот так, если даже вот так это, как анекдот будет звучать, потому что это невозможно среди чеченцев, чтобы вот так вот кто-то взял и решил за всех какой-то вопрос. Сами, по сути, генетически, вот со всех сторон мы демократы, и они именно вот это понятие в мозгах чеченцев испоганили максимально. Сделали самым большим злом. У них это получилось. Чтобы было понятно нашим друзьям, да, вот, слушателям или нашим присутствующим в чате гостям, мы имеем в виду, говоря демократия, да, это не то, что вот какие-то... Демократия, она двояко воспринимается сегодня, да. Демократия – это в корне, да, демоскратос, народовластие, то, что мы имеем в виду. И демократия, в другом понимании, это то, что слишком могут заигрывать там с исламистами какими-то, или как бы, ну, слишком толерантно там относиться в ответ на какие-то там террористические действия и так далее, да, там вот слишком такое заигрывание. То есть мы имеем в оригинальном ее виде, да, вот в оригинальной форме, имеем вот это понятие, да, в виду, что демократия именно как власть народа, то есть не диктатура, да, когда один какой-то там чувак полностью захватывает всю власть и там начинает всем диктовать, и все должны сидеть, и полностью слушать его какие-то капризы, там, его какие-то там королевские и так далее, там, чаяния, его там, волю и так далее. То есть в данный момент имеется в виду демократия как вот оригинал ее, да, там, демоскрат, то есть народ, власть. То есть вот это вот для нас очень важно. Это как раз там скажем так, антоним слову диктатура, которая вот присутствует именно в исламистских, религиозных вот этих там идеологиях, то есть когда вся власть принадлежит там халифу какому-то, да, там султану, амиру и так далее. Вот это вот полностью ломает чеченские устои, да, демократии, когда народ является властью и сам контролирует, сам выбирает, что ему нужно, и сам участвует во всех жизненных процессах. Просто я чуть-чуть объяснить, да, о чем мы говорим, потому что двоякое есть вот это воспринятие, но оригинальное восприятие демократии – это народовластие. А вот то, что сегодня тоже принято называть там слишком демократично, там туда-сюда, это как бы такая слишком чрезмерная толерантность, что ли, да, там вот такое. Приветствую всем, маршал, душу Басега. Шалом. Маршал. Добрый вечер, Я вот по поводу сказанного Майи хотел бы тоже как бы насчет этого пару слов сказать, свое видение. Вот, допустим, вот американцы сбили этот иракский режим варварский, да,
разбили этот режим, там, как бы отдали все в руки там, местного управления, как бы местным жителям. Но как в итоге, куда это вылилось, мы видим, что там распространялось уже иранское влияние, шиитское влияние, организовывались какие-то группировки и так далее, и так далее. Поэтому и также на Северном Кавказе, если Россия оттуда вынуждена будет уйти, эту нишу будут пытаться занять какие-то определенные заинтересованные люди. Ну, возьмем же тот же Туран, Муран и остальное, там, Рандка, в общем, да? Поэтому мировое сообщество должно помнить, что вот этот регион очень важный, и его нельзя просто так отпускать и оставлять без контроля. Там обязательно должны присутствовать международные какие-то организации, международные какие-то военные организации, вплоть до блоков, вплоть до военных баз НАТО и так далее. Потому что там, вы знаете, что и особенно у нас в Чеченской Республике, когда после хаоса нужно какие-то решать собственные проблемы, то они особо не разбирают, кому пойти на работу, чтобы быстро здесь и сейчас решить свои проблемы, быстренько встать на ноги, понимаете? Поэтому очень даже возможно вот то, что Майя сказала. Поэтому я надеюсь, что международные организации и те, кто наблюдатели всего этого происходящего, прекрасно понимают, что Северный Кавказ ни в коем случае нельзя отпускать, оставлять без наблюдения. Там должны быть обязательно присутствие военных. Я не знаю, как это будет. Да, в принципе, особой разницы нет. НАТО это будет или какие-то организации совместно с украинскими, израильскими, пускай это будет, лишь бы были какие-то представители военных структур демократических стран. Очень важно. Этот регион обязательно нужно держать под контролем, потому что он такой, вы знаете, очень манипулятивный и всегда взрывоопасный. Вы должны прекрасно понимать, как мы видим, как мы наблюдаем, Российская Федерация очень усиленно над этим работает, очень усиленно запускает религиозную тематику, радикализирует, можно сказать прямо, пускай это будет пока не военная радикализация, но догмическая, религиозная радикализация идет полным ходом. То же, что сказал Ибраим, установление мечетей, все структуры пропитаны вот этой религиозностью. Если это отпустить и пропустить уже тех, кто имеет больше денег, чтобы создать джамааты, как это делала Россия, то тут дело может выйти из-под контроля и опять начнет начаться какая-то горячая точка, не дай бог, конечно. Я вижу идеальный вариант, это вот как вот было после развала Югославии, когда все взяли под контроль европейские вооруженные какие-то организации, и все там до сих пор тихо и мирно, и никто не смеет рыпаться. Поэтому я думаю, что люди это надо понимать, что вот, это я говорю. По поводу... Есть правда в том, что вы сказали, я с вами согласна. По поводу Югославии, не дай бог, Северному Кавказу пройти через то, что прошла Югославия. Вот я вам реально говорю, не дай бог, потому что первая, вторая чеченская кампания вам покажется просто цветочками. Да, это я вам заявляю абсолютно открыто. Если мы возьмем тот же самый Дагестан, Дагестан вам покажется просто походом в детский лагерь. Я не знаю, как это должно быть, как это должно выглядеть в дальнейшем, честно. Но если произойдет что-то наподобие Югославии, Югославия отдыхает. Просто отдыхает. Это мое мнение. Я тоже с вами согласен, просто я имел в виду не во время конфликта, когда уже решался, после уже, когда все это уже произошло, что когда вот уже международные организации начали устанавливать свои структуры, свои какие-то военные базы, свое присутствие, вот именно, благодарю, вот должно быть какое-то присутствие именно же международных военных организаций. Ни в коем случае я не имел в виду и сам конфликт, нет. Там, в принципе, и повода для конфликта особо и нет, если будет отсутствовать российский сапог, потому что все вот эти вот междоусобицы создаются искусственно. И вот эти вот перекрытые, перешитые границы, и вот эти вот группировки, влияния, похищения людей, все это подпитывалось огромными средствами. Если все это убрать, там тише гладь, но какое-то структурирование, какое-то внешнее наблюдение и какое-то присутствие обязательно должно быть. Именно присутствие я имел в виду. Международное присутствие должно быть обязательно в виде военных каких-то и так далее, и так далее. Вот в этом случае, вы знаете, это будет самое прекрасное в экономическом плане, особенно самый прекрасный район может быть и очень плодоносным.
если к этому разумно подойти. Этому разумно. Я прошу прощения, говорите. Ну, вот однозначно, Россия, вот, если такое, у России всегда есть эти планы Б, С, весь алфавит. При этом развитии событий, когда при каких-то обстоятельствах наша республика будет отделяться, или Кавказ будет отделяться, вот Пономарев, вот эта бригада хороших русских, как появилась тут в Европе, мы сразу это проанализировали и увидели, о чем они говорят между строк. Они все время, свои выступления, вот уже с 2020, практически 23-22 года, в своих выступлениях, на своих съездах, форумах, они постоянно говорят, в случае вот это построссийское пространство, они же как бы ратуют за новую Россию, которая даст свободу субъектам и так далее. И они все время говорят, что это должно быть подконтрольно, потому что кавказские народы будут проливать кровь за территорию. То есть они будут дикие народы какие-то, и они будут проливать кровь. Вот это вот тезис постоянно звучит с уст Пономарева. Постоянно. И сейчас, вот вчера буквально снова он это произнес. То есть у него вот уже заранее об этом говорят, пугают. Говорите это. Это так оно и есть, по большому счету. Больше скажу, что те народы, которые проживают на территории Северного Кавказа, которые являются малочисленными народами, не смогут добиться автономии ни в какой возможности. Ну, потому что, во-первых, те страны, которые не имеют выхода в море, не имеют никаких полезных страны, да, автономии, которые не имеют выхода в море, не имеют никаких полезных... Там в другом смысле говорится. Они пугают. Я сейчас подойду. Я сейчас к этому подойду. Я сейчас как раз к этому и подойду. И еще раз повторюсь, не имея полезных ископаемых и выхода в море, и причем границы настолько перекраены, и у ингушей, ингушам не отдали одно, кабардино-балгарцам не отдали другое, этим забрали еще землю. Вот они, понимаете, там будет такая бойня, что мне просто жалко весь Кавказ, мне жалко просто людей, которые будут убиты ни за что. Поэтому надо к этой теме подходить очень-очень-очень аккуратно. Нет, вы не поняли. Там имеется в виду, что Россия, вот эти вот российские, вот эти хорошие русские якобы, они как раз недвусмысленно как бы между строк намекают, что они не создадут это кровопролитие. Сами народы никогда не будут кровь проливать за эти территории. Это однозначно, 100%. Потому что сами кавказские народы очень легко между собой договорятся об этих территориях, если Россия уйдет с этих земель, с этой территории. Мы между собой очень в один день договоримся. Я надеюсь. Я бы хотел добавить... Они говорят, что мы создадим там кровопролитие. Они вот это, как и раньше. Да, они делали. вот на это намекают, потому что май, вы знаете, не настолько это не так уж и так, в смысле, есть такой риск, что там кавказские народы начнут междоусобиться. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что это сделано искусственно, что это мирно замедленное действие установлено именно против самих этих народов. И если будут понимание какое-то, сейчас понимание, что есть какая-то организация, присутствует и готова решаться все вопросы в каком-то суде, в каком-то международном суде, будут подаваться иски, рассматриваться исторические какие-то события, если будет понимание, что это не будет пущено на самотек, что есть какие-то заинтересованные международные организации, то кавказские народы довольно-таки осознанные люди, чтобы понимать это. Вы знаете, есть как такой один пример, когда разваливалось вот эти вот все имперские колонии, английские колонии, французские колонии, то какая-то часть Африки, какие-то соседи, несколько стран, там, я не знаю, до 5-6 стран, знают, что их границы тоже перекроились, и что так было специально сделано, чтобы они конфликтовали между собой. Они просто отказались от этих ранних претензий друг к другу и сохранили свои государства в тех, которых они освободились.
Они сказали, вот давайте оставаться так, не проливать кровь и жить дальше, и сосуществовать мирно и цивилизованно. И до сих пор существует, и ни одного конфликта между африканскими именно этими странами не произошло после этого. Я думаю, у кавказцев найдется благоразумие не менее, чем у этих африканских стран. Благодарю. И я почему-то вот я что-то не пойму, вы куда-то в какую-то тему, фантастическую тему перешли. Вот я не понял. Если речь идет о чеченском государстве, которое сегодня оккупировано, и каких-то российских там регионах, республиках, да, там бывших автономиях и так далее, то такой темы, опять-таки, это какая-то фантастическая тема, что вот эти вот регионы, эти республики там, ну, в данный момент требуют, возможно, да, где-то в будущем там будут требовать какую-то независимость от России, с которой все подписывали федеративный договор. Я просто чуть-чуть не понял, там, при чем тут Ингушетия, границы Ингушетии, там, Дагестана, какие-то междоусобицы, если у нас речь идет о взаимоотношениях России и Чеченской Республики. То есть наша как бы граничная тема, если даже она решается не с регионами, да, а вот напрямую как бы, ну, с хозяином, да, вот этого всего. То есть, если граничные вопросы какие-то стоят у чеченцев, они стоят только с Российской Федерацией. У меня просто вопрос, отпустит ли Россия Чечню без боя? Я абсолютно согласна. Мы говорили в общем о Северном Кавказе, что произойдет, если. Вопрос, отпустит ли Россия? Я сейчас поясню сейчас. Там был другой контекст разговора, как бы там другой был. А так вот, Пономарев вообще, почему он это говорит? Там кровь прольется, это. Просто там вообще другой контекст, по-другому он говорит. Он имеет в виду, как бы пугает. Эти сидят, вот ушами или как, глазами хлопают, а он говорит о Чеченской Республике как субъекте Российской Федерации. Там просто надо эту запись включить, и тогда более понятно будет. Больше скажу, Вадо, по поводу нефти. Тут удерживать народ легче намного, когда они все подчинены одной религии, и на почве религии как бы держать их на пульсе, на кнопке. А когда людям даешь свободу мнения, свободу высказывания, свободу действий, да, эти люди отбиваются от рук, и тогда ими тяжело управлять. А так в любой момент можно сказать, вот эти такие-сяки, да, и направить их вот эти террористы, вот эти не террористы, вот эти хорошие, вот эти плохие. А так просто держать всех под одной кнопкой. И это то, что делается. Насчет того, что отпустят чеченцев русские или нет, я это тоже понимаю. Но если этот мир, он как бы остается на позициях, которые сейчас есть, то такому миру, к сожалению, грош цена. Потому что он, например, вот если Россия нападает сейчас на Украину, и это все проглатывают, и если такая геополитическая обстановка как бы не волнует этот мир, то завтра, как Дудаев в свое время говорил, да, когда чеченцам сказали, что они внутреннее дело Российской Федерации, то настанет время, когда Европа будет внутренним делом Российской Федерации. То есть на очереди там стоит Китай, который видит, что другим каким-то завоевателям там, или, не знаю, колонистам все сходит с рук, вот нам тоже надо на Тайвань напасть. Потом какой-то арабский мир хочет какой-то халифат восстановить. Потом турки начнут свой турецкий, османский халифат Туран восстанавливать. То есть в таком мире у нас мы все будем тогда, скажем так, право сильного будет действовать. И тот, кто сильнее всех окажется, тот, короче, в итоге всех одолеет. Или все полностью там перебьют.
друг друга в итоге, да, вот это оружие массового поражения, осуждаю. То есть я лично рассматриваю, что этот мир, он все-таки выработает какой-то новый мировой порядок. Вот после вот этих вот сейчас вот то, что происходит, надеемся, что это не усугубится еще больше, что это не перельется все в третью какую-то мировую, да, и не произойдет апокалипсиса какого-то, да, и что более-менее все стабилизируется, и все-таки найдутся люди, которые попытаются выработать какой-то порядок, который предотвратит в будущем подобное. И мы вот как там, чеченская сторона, мы, чеченцы, можем только внутри себя развить какое-то национальное самосознание, национальный интерес, как бы держаться своих, скажем так, позиций, да, там, своих политических позиций и так далее. А вот с Россией нужно сегодня разбираться всем миром. То есть сегодня это не исключительно чеченская проблема. То есть Россия и в Иране ядерную программу ведет, Россия и в Европе подкупает политиков, Россия и на Украину открыто напала. То есть там множество стран вокруг, которые на очереди стоят, да, там Средней Азии и так далее, которые полностью стоят в строю и ровно дышат. Если вот так все хотят продолжать, конечно, мы сами там ничего не сможем делать. Но если этот мир попытается все-таки одуматься и предотвратить, да, вот это все, что происходит, и к какому-то согласию прийти, выработать какие-то механизмы, то тогда мы тоже будем в этом всем участвовать. А так, как бы, да, мы не можем там победить эту Россию, когда там Америка виляет хвостом перед ней, там другие мощные страны, Европа, ну, всем приходится заигрывать, вести вот такую, ну, тупить, скажем так, да, грубо говоря, да, как будто бы все что-то не понимают, что происходит. То есть в таком мире, да, тогда через Украину, если катком проедут, ну, будем ждать, кто следующий и так далее. Либо вот что-то все-таки всем миром выработают. И вот мы лично ожидаем вот такого какого-то решения, что все нормализуются, и тогда мы вот совместно со всеми тоже можем нормально перестать допускать, чтобы вот эти вот взбесившиеся там страны, да, раздраконенные, чтобы они перестали использовать там исламистскую карту, перестали использовать идеологии, перестали там Дугиных всяких, Удугиных и прочих мразей вот этих использовать, чтобы там через религиозную составляющую манипулировали там народом, там дебилизировали людей, их призывали к чему-то, да, там готовили там и так далее. То есть вот совместно со всем миром стремиться вот к такому позитивному, к какому-то общечеловечному, скажем так, ну, к цивилизации нормально. А так, конечно, да, если всем так нормально, ну, будем смотреть тогда, что вот такой мир, он, кто следующий там на очереди и так далее. То есть от нас понятно, что тут мало что зависит. Мы 2 раза дрались, 1 раз удалось нам как бы отстоять, 2 раз уже не удалось, потому что от идеологического вот этого, скажем так, подлости не смогли как бы это одолеть. И вот находимся сейчас в такой ситуации. Сейчас за нами там на очереди кто стоял, они дальше. То есть вот будем надеяться, да, что мир все-таки образумится, и вместо того, чтобы наоборот куда-то уходить в каменный век, да, возвращаться к вот такому, мы все-таки человечество выработает, и мы тоже тогда являемся частью этого. Мы что, так и будем, что ли, все? У русских, короче, там они сильные, там никто не... Тогда давайте и Украину дадим на сиденье, давайте потом и Польшу дадим, а потом и Балтийские страны, а потом и Среднюю Азию, а потом и на Ближний Восток пойдем. То есть как-то надо будет решать миру это все. И мы тоже должны в этом всем участвовать.
Вот как-то так. А так, да, естественно, одолеть какого-то противника, который весь мир которого боится, конечно, мы не можем в одиночку. Да, мы смогли там где-то, но нас все равно убедили, что мы должны находиться под русским сапогом. Вот всем миром нас, да, там все вот эти всякие, до бесконечности можно сопутствующие этому всякое идеологическое отсутствие информационной правды, на это ссылаться. Но в целом, да, вот нам всем миром доказали, что мы должны сидеть вместе с русскими и находиться там русскими, которые теперь в Украине делают джихад и грозятся в Израиле делать джихад и так далее. То есть вот там мы сейчас находимся, наш народ, в такой ситуации. Мне очень жаль, Ибрагим, дорогой, но пока цена нефти дороже, чем человеческая жизнь, так она и будет. И это будет так, да, права сильного будут подавлять справедливость. Так что на ближайшие как минимум 25-50 лет надеяться невозможно, и даже скажу 50 лет, не 25. Как-то так. Это плохо тогда для всех. Потому что... Расскажите венесуэльскому, извините, что я вас перебиваю, венесуэльскому правительству, расскажите, как забрали президента за одну ночь. Ну вот просто, да, все понимаю, но за одну ночь забрали и все. И теперь венесуэльская нефть находится в руках Америки. Как-то так. Венесуэльская тема, да, я вот как раз таки за ней наблюдаю, и я считаю, что для Венесуэлы, для венесуэльского народа, наоборот, сделали одолжение. Потому что если бы страна или народ, там, или нация считала бы, что залететь к ним, там, выломав дверь ногой, короче, заскочить там и утащить их, скажем так, руководителя, выбор их народа, да, и посадить его куда-то в клетку, если бы этот народ считал бы, что это ненормально, то есть если бы этот народ, это как раз не было в интересах этого народа, то этот народ как минимум должен был взбунтоваться, взбеситься. А как раз таки то, что мы увидели, там наоборот, все обрадовались этому и как бы, короче, спасибо сказали и дальше пошли. То есть у нас получается, что это дело было сделано наоборот, как бы в поддержку вот этого государства, этого народа. То есть если бы это было не так, я бы видел бы на деле обратную реакцию. Но у нас так не происходит, поэтому, видимо, в Америке тоже знали, что это государство захватил диктатор, который мучает этот народ, и что если они его куда-то в клетку посадят, этот народ, наоборот, будет благодарным. Вот на деле так это и произошло. Я думаю, что некоторые другие государства тоже бы были бы не против, если бы у них бы тоже бы нашелся бы кто-то, кто посадил бы их диктаторов в клетку. То есть, как бы там ничего,
скажем так, того, что народ не хотел, не произошло. Вот я так это вижу. Если бы, вот я не представляю там Израиль, например, да, чтобы к ним кто-то залетел, взял их президента и куда-то посадил в клетку, и они сказали бы там спасибо, сидели бы дальше. То есть демократическая страна, она сразу бы возмутилась как минимум и предприняла бы действия в отношении страны-агрессора. А тут, когда это не происходит, мы видим то, что значит это нормально, то есть наоборот, помощь оказана для народа. В общем, в ближайшее время чудо не произойдет, да? А вдруг? Ну, это уже проблема мировой общественности. Мы в этих процессах, мы, чеченцы, никакого участия принимать не можем. Нас уже нету. Все, мы уже смирились с тем, что мы внутреннее дело русских. Мы с этим смирились, и от нас нечего ждать. Это уже Россия, русские сегодня проблема международного союза. Если всем так нравится, пожалуйста, пускай живут с этим. Если не нравится, пускай решают проблему, которую сами создали своей бездеятельностью, своим попустительством. Потому что мы сегодня видим в 21 веке страны-агрессоры, которые в конце 20 века устроили колониальные войны. И вот теперь в начале 21 века это еще больше набрало оборотов. То, что мы по Украине видим. Да, вот после Второй мировой войны, которые мир установил для себя законы, что он отказался от имперства, колонизации и так далее, право народа на самоопределение. Вот пока эта Россия существует, вот это право сильного, вот этот договор вот, ООНовский, он работать не будет. Пока один гопник на улице живет один гопник, остальные мирные, которые хотят равных правах жить, соблюдают права соседа и так далее. И на этой улице живет гопник. Он не соблюдает эти правила. Пока с этим гопником не разберутся или не приведут его в соответствии с международным вот этим законом, который существует на этой улице, вот это работать не будет. И на Чеченской республике, на вот этом сопротивлении, было доказано, что вот эти законы, они не работают. Потому что существует гопник. Вот этот. Ходит и хамит всем, наглый гопник живет на планете. Этот гопник перестал быть исключительно чеченской проблемой. То есть мы уже все, нас и сделали и исламистами, и хрен исламистами, и террористами, и всем что угодно. Сегодня мы вообще ничего не можем, даже никаких мы нету. Теперь вот эта проблема, она перестала быть исключительно чеченской, и кроме как там, кушая попкорн, наблюдать за всем этим, в плане, скажем так, международной там геополитики, у нас нету никаких ни рычагов, ни ресурсов. А так, внутри своего общества, да, там, вести информационно-просветительскую деятельность, чтобы народ полностью не будолицизировался, окончательно не стал марионеткой в руках
манипуляторов вот этого русского международного исламского терроризма и пытаться с этим вот подручными такими методами бороться. Дорогие, я хочу с вами попрощаться, хочу укладывать баиньки-младшие. Очень хороший эфир. Ребята, я вас очень прошу, все те, кто внизу, поддержите эфир. Потапайте, потому что заблокировали даже подарки. Хорошая тема. Если я смогу, я присоединюсь позже. Всего хорошего. Спасибо большое. Да, лидер положение, не выебал, Там еще ситуация какая, если бы, да, вот это право народа на самоопределение существует, международный, да, вот природный, биологический закон, да, вот, как можно сказать, божественный. И есть вот целостность государства, там два момента. Но приоритет все равно отдается праву народа на самоопределение, жить по своим. Но дело в том, что когда народа нету, как ты вот сейчас вот дай сейчас независимость, да, вот сейчас дай, где народ? Народа нет уже. С каким народом мы что-то будем делать? Шариаты строить или что? Буддизм там, или что еще там? Туркизм? Хренизм, как вот Ибраим. Да сказать, а вообще там. Я не знаю, с каким народом, что строить. Полностью, да, посмотрите по чату, вылазите. Короче, он Швейцария, короче, вообще, я даже процитировать я даже не сумею. Кто-то выходит за нас, за наш народ, говорит там, что-то выступает. Да не все молчат. Всем наплевать, что ли, или что? О вот этом праве на самоопределения и законам о границах мы под него не подпадаем. Под него могут подпасть сегодняшние русские республики, коренные народы России. То есть мы под эту тему никаким образом не можем подпасть. Потому что государство, которое русские развалили, русские, украинцы и белорусы в 90-м году, это государство, оно не существовало. То есть оно перестало существовать, и мы на тот период сами определились дальнейшую свою судьбу. И все вот эти республики, которые подписали с русскими федеративные договора, они тоже определились, что они будут придерживаться Русской Республики. И им это у них вот такой стоит некий барьер, и им нужно будет отстаивать там по закону вот это вот свой между двумя вот этими противоречиями, их пытаться преодолеть. То есть это уже их тема такая. Вот такая ситуация. У нас тема иная, у нас все предрасположено. Осталось, чтобы просто чеченцы были, которые свой вопрос будут постоянно его на международную арену выталкивать и пытаться в форточку, в дверь залезть, во все дырки, и чтобы вот этот мир либо
сделал исключение для нас, для чеченцев, да, во всех вот этих международных законах, в скобках, кроме чеченцев, вот так везде, чтобы прописали. То есть для всех есть и международное право, и права на самоопределение, все остальное. Так, извиняюсь, чтобы меня слышно, да? Да, слышу. Вот такая тема, и нужно... Им нужно это объяснить, а нам, чеченцам, необходимо просто вот этот свой вопрос выдвигать на повестку дня. Но для этого мы должны быть чеченцами. То есть за нас не русские, не какие-то африканцы, не арабы, короче, никто никогда не будет за нас наш вопрос выдвигать на повестку дня и добиваться от этого мира, чтобы он выполнял законы, которые принял. Либо нас должны из них исключить, и мы уже будем вне закона как-то действовать, потому что если мир нас исключает из каких-то общепринятых там законов, прав, и считает нас какими-то не такими, да, то мы вправе как бы вести какую-то другую деятельность, либо полностью смириться с этим, сказать, что мы вот недоразвитые, недочеловеки какие-то. Даже если бы сложилось бы по-другому, там, даже если там вот так посмотреть, по-другому посмотреть, вот эти законы, они просто посмотрели, Россия сильная ядерная держава, короче, и все, вот право сильного, и все. Там, я имею в виду, вообще вот даже любой субъект взять или что-то, это не работает этот закон, потому что этот гопник существует. А за нас сейчас говорят сосетлинские, вот всякие, да, вот эти всякие ходят там и вот говорят, а за нас там, вот мы Ичкерия 2.0, там будем исламское государство, Низам 2002, ходят всякие проходимцы, за народ говорят, а наш народ молчит. Рнах Белла Мерцун, Гушварцу, уже несколько, сколько часов. Так, юхабо, баош, жидкий штани, а что еще армяна, ши, тауняна, штани, камилаш, я что дома дать, камилаш, что ночью дома дать. أشهد أتقاضى إيه تان مدرك يلي أزعق إفرع إلا أصحون لق مدرك هم يتشاو هو خبيست والله هنوخ شو خاكر حول حلوة أصحون مدرك لق دعوة إيش أي روخ شو дома дать камил да за будущее нашей нации, государства, какого-то там чего-то. Вы сидите вот там, занимаетесь Палестинами, там, колодцами. Вас нету, просто вас нету. А, конечно, тут заходят другие, какую-то поддержку пытаются морально, там, словом, там, по-всякому оказывают. А потом сидят и жалуются, вот вы с этими сидите, вот с этими вы сидите. Вас нету, потому что посидим, с кем-то же надо это обсуждать как-то уже, хоть куда-то кричать. Майя вышла, да? У нее какое-то, если честно, очень такое негативное будущее просматривалось насчет Северного Кавказа. Но почему-то у меня уверенность есть, что
ну, с тем же, если сравнивать с развалом Советского Союза, то очень долго и усиленно пытались русские развязать какую-то горячую точку на Северном Кавказе, и у них это получалось очень большими усилиями. И вот то, что происходит сейчас, если так пойдет дальше, то на каком основании Россия будет еще пытаться развязывать горячие точки после того, как они убили столько мирного населения в Украине, после того, как бесправно они уничтожали целые города и села, и то, что мировое сообщество поведется на их очередную какую-то авантюру, где бы то ни было, на Северном Кавказе или еще что-то там, я что-то сильно сомневаюсь. У меня почему-то просвечиваются, наоборот, какие-то светлые моменты, если украинцы добьются защиты своего государства и докажут миру, что этот монстр можно победить, можно посадить на свое место, и справедливость может восторжествовать. Вот так я вижу, не знаю, как другие. Маршал Инсайд Ичкерии. Да, конечно, мы-то знаем примерно. Просто, видимо, и на стримах там, и всякие, они там тоже говорят, и, видимо, там информацию доносят не вообще не ту. А так-то, что нам бояться кавказцам, там, сами разберемся между собой. Ибрагим, и там ролик, говорит, еще я тебя закидывал, там где-то минута 20 где-то. Так, его ролик. По времени, вот, минута 20 где-то он, там увидишь, из последних. Пономарев, один выступающий, и Пономарев с ним сидящий что-то говорит. Вот на WhatsApp пролистай вверх до вот этого. Я перекинул. А, все. Ага. У меня еще один вопрос, который касается поправок в Конституцию. Чем обусловлено, что вот часть этих поправок, они четко касаются процедуры входа-выхода, а часть поправок, которые касаются Конституционного собрания? Почему ты их объединяешь в один пакет? В чем смысл? Ну, там только то присутствует, что касается именно процедур входа-выхода. Конституционное собрание здесь присутствует один раз. Ну, там, где проходит решение, которое затрагивает от принятия каких-то вот этих вот наших... Сейчас, подожди, я забыл, где это находится. Дело давно было. В конце статья 13. Статья 13, ага. Так. Конституционное собрание в существующем тексте, как написано, сейчас тебе скажу. Речь тут идет о том, что у нас изменения касаются статьи 1.2.9, глав 1.2.9, а я ввожу сюда 4-ю еще, в которой есть перечень субъектов. Единственное отличие в этом. Да? То есть это фактически формальное. Вот он говорит про перечень. Хазишон. Они в Конституцию перечень внесли, а эти с ними разговаривают там. Там в этом перечне у него Чеченская республика, скорее всего. Надо эту ссылку посмотреть.
Так, я не слетел с интернета. Нет, нет. Что-то меня выкинуло. Что-то. Короче, как мы видим, вот эту нашу тему сейчас полностью пытаются еще больше усугубить, да, через Пономарёвых, через Ходорковских, через вот эту шушеру хороших русских. Смотри, Ибраим, они даже готовы Чеченскую республику Ичкерия вписать в свою вот эту... Там у них, короче, тема идет Конституция Российской Республики. То есть новая Россия, она будет называться Российская Республика. И там вот эти все субъекты. И они могут туда вписать даже эти... Помнишь, вот эту Ичкерия назвали из-за того, чтобы как бы не фигурировало в Конституции России Ичкерия, Тетюахирквай. Они вообще легко могут и вместе с этим словом Ичкерия вписать, как Северная Осетия, Алания, допустим. Вот так вот. Если писать, и все. Вот они вот действуют. А эти вот хлопают глазами там. В будущем нас Пономарёв нам даст свободу. Мы не будем баловаться, мы обещаем, мы будем хорошими. Fargo ceru te jazyči, ce jazyči, вообще ума дыч, ума лелош со стороны чеченского народа Мелу. Закаева Мелушбу. Кто они такие? Вот именно, кто они такие? Хатеттин бойшу, хал ночи, гулк дитял. Самозванцы. Самозванцы исламисты. Афер, чекал, что мы, как Низам 2002 они проталкивали, так и мое порядчик фарго. Иш тхулш мадати. غاسقش ني زكاة وعن يقع مداتي ويغلق ودنيا ونس دديش دو ويغلق قارو الليلش اشتقدوش مداتي انسو قار تعليلش نوخش عاد ايربو ايربات دير ناخ عاد ايربولش شاوي غريزة وش ييش تا процедур ماي الإسلام شو قاركيك بنجخا وشنوخش شو لوزي ترميات. Мурад, а как тогда Чеченская демократическая партия, допустим, в ПАСЕ там попасть, или как тогда, как-то надо это, как это делается? Чеченской демократической партии ела милла ела инаха поддерживать беш ца общество хилиз ца количество нахил бешбу. А просто так да он через кого-то, да, через русских цанаева, Швейцария. Из-за по факту дало, что Серга. По факту какая-то группа может взять на себя инициативу. И только, конечно, не правительство там. Так, я слетел, да? Только не правительство Чеченской Республики, которого нету, к сожалению, да? А какая-то инициативная группа, да, политическая, она может это вести, если она отвечает закону государства и придерживается Конституции и так далее. А вот эти вот исламисты, государства. Вот в чем проблема. И тем более называться правительством.
То есть инициативная группа, она может заниматься политической деятельностью и вести вообще вот эту ситуацию, там, довести ее к деоккупации, вести все вот эти процессы деоккупационные до момента, когда мы, как государство, сможем вот провести всенародно какие-то выборы и уже дальше, там, выбрав какую-то систему власти, уже будем как бы в формате реального государства действовать. То есть до этого момента, да, это нормально, когда инициативная группа, только не называя себя правительством там, или и так далее, кем она не является. Да, у нас могло быть и правительство, если бы это правительство выжило бы, да, там в лице Масхадова, в лице его преемников каких-то. Такое правительство тоже могло бы существовать. Изгнание, такие прецеденты тоже существуют. Но вот эта вот тема, она... Я тоже в нее играл, да, там правительство, не правительство больше. И правительство, во-первых, оно должно быть реально там правопреемником каким-то. Во-вторых, оно должно соответствовать закону государства. Тут ни одного из этих пунктов нету. И в-третьих, если правительство спотыкнулось где-то и башкой об бордюр ударилось или коронавирусом заболело, то, отряхнувшись, народ не расходится. То есть инициативная группа берет в свои руки это дело и несет его, продолжает нести вот этот флаг, вот эту ношу до момента, когда снова всенародно можно будет провести какие-то выборы и уже действовать в рамках существующего государства, то есть полноценно. Ищу ситуацию. Просто если вот это будулаки там какие-то, Низам 2002, то все, там уже полный хренздец. На этом закончили, разошлись вообще. Никакое не правительство будулаки не могут представлять со своим шарикатом. И там, понятное дело, от имени народа они подписывать ничего не могут. Закаевский бац, там все будет подписано как декларация. То есть, да, вот намерения. Щукаешь, вот в будущем будут вот такие намерения, вот такие какие-то. Ну, от имени инициативной какой-то группы, да, это возможно, от политической партии или от какого-то комитета, или от чего-то какие-то вести вот эти, да, это возможно. Но народ, если это инициативная группа, если она придерживается государственных законов и отвечает интересам закона, конституции, там, народа, но будулаки, у которых прописано в их низаме, что подготовка и джихад на пути Аллаха является там главным как бы делом Маджлисуля Шуры, все мусульмане ансариты являются шмансаритами. Вот такая хренотень, когда у тебя прописано, джихад там всякие, всеобщая мусульманская умма какая там, мусульмане, короче. Вот такая тема, это полный капец, короче, полный самозакоп. Народ, когда молчит, никто не возмущается, так чак молодцы. И миру так, знаешь, там какие-то, кто-то там что-то будет реагировать. Ну, значит, раз народ молчит, значит, это вот группа действительно, короче, вот народа волеизъявление какое-то там, какого-то процента, короче, заявляет. Пока народ не чувствует
моментов, чтобы высказать, не чувствовать безопасности, высказаться. Народ не будет ничего говорить, потому что у них уровень доверия очень на низком уровне, уровень как бы веры в справедливость и в международное право. Пока это все на низком уровне, потому что в связи с конфликтом в Украине, где однозначная позиция всего цивилизованного мирового сообщества пока четко не обозначена, именно вот из-за этих вот некоторых факторов чеченский народ находится настолько вот как бы в таком состоянии, в пассивном состоянии. Но я уверен, что все это фиксируется, что все и ждут определенного момента, который обязательно наступит, и обязательно чеченский народ свое слово скажет. Но на данный момент у нас сейчас дома тюрьма под открытым небом, все боятся свою безопасность, еще не все пришли в себя после 2 русско-чеченских войн. Вот такая сейчас ситуация. Мы будем говорить то, что мы видим, и как это мы видим, и будем доносить правду и просвещать людей. И инициативная группа Даамула появится, все будет хорошо. У меня вот такое сейчас мнение. И просто вот этот монстр должен быть разрушен. Вот этот вот, короче говоря, который пугает все мировое сообщество. Камень преткновения именно лежит вот там, вот, в общем, Даамула, в момент Елю Ахьецу. Пацифист, почему он голосом не говорит? Там столько вопросов задает в чате. Там и федеративный договор, и исламское государство. Он голосом скажи, пацифист. Доброго времени суток участникам, ну, во всяком случае, сторонникам справедливости. Спасибо за гостеприимство. Третье, вы информативны, психологически комфортны. Вот. Такая моя этика. Я не говорю, если мне не дают слова или не хотят меня слышать. В целом я поддерживаю все вышесказанное, написанное демократами, националистами. Вот. Ногчи. Единственное, я писал в чате, чтобы интересно всем. У меня есть некоторое предложение, хочется слушать предложение от вас, что все-таки объединит и сделает меньшими всякие национальные, религиозные и прочие различия, то есть конструктивные предложения. Если коротко, не совсем будет понятно мое мнение. Эти различия решаются в гражданском обществе правовым государством. Одним словом, демократизмом. Если только говорить о различиях, это будет как политика разделяя властвуй. Вот так, если коротко. Мое мнение. Вот вы спрашиваете, о каком исламском государстве говорится на плакате. Вот вопрос, это вот, вы можете, у вас есть связь с Пономаревым? Вот, вы можете у Пономарева поинтересоваться? Нет, у меня связи с Пономаревым нет. Если бы была бы, я бы вам не дал. Ищите сами. Ну вот он создает, он, короче, как бы за это исламское государство. Мне неизвестно его стремление, цели, методы и средства по созданию исламского государства. То, что я получил в открытом доступе, во всяком случае из источников, вот, ну, к которым я имею доступ из Украины, вот, а об этих целях, методах и средствах построения государства нет. В целом мне известен опыт, неудачный опыт какого-то государственного строительства на религиозной основе. Мне известны неудачные исторические опыты. Строить государственное какое-то строительство только в надежде, что это будет удачным и объединит на религиозной основе,
Я знаю, вы, наверное, тоже предполагаете, печальный опыт есть. Я считаю, что государственное строительство возможно с учетом знания теории и практики государственного строительства на основе теории и права, вот, которые, насколько мне известно, возможны в гражданском обществе и правовым государством, которое демократически предлагает и проводит и национальную, и религиозную политику, внутреннюю и внешнюю. Ну а сейчас самое главное – это военное строительство и всего государственного строительства. Да, Вистон. Нет, вопрос, как я понял, вопрос Фарго заключался в том, что как вы находите, что Пономарев ведет какие-то переговоры и взаимоотношения с теми, кто планирует установить исламское государство где-то там. И им известна их как бы декларации, и на чем они основываются. И тем не менее, так называемые хорошие русские, представляющие себя Россию будущего, как бы Россию демократическую и так далее. Вот, понимая прекрасно, что эти люди основываются на каких-то догмах, на каких-то религиозных, там, этих самых, задают им прямые вопросы, и знают, что они говорят одно, делают другое, вот ведут с ними какие-то определенные взаимоотношения. Плюс к этому еще они не рассматривают эту республику как отдельную, они рассматривают эту республику как часть других, ну, как вместе с остальными республиками, которые никогда за свою независимость не боролись, никогда какими-то действиями не подтверждали желание выйти из состава Российской Федерации, но их просто включили в эту конференцию, якобы там есть какие-то представители, желающие выйти из состава Российской Федерации. Но туда, в Чеченскую Республику, они никак не могут вносить. Чеченская Республика не входила в состав Российской Федерации. Нет подписанных документов о вхождении Чеченской Республики в состав Российской Конфедерации. Нет таких документов, нет такого фактического. Только в одностороннем порядке Чеченская Республика была внесена в преступном порядке в Конституцию Российской Федерации путинской властью. И вот Пономарев, представляющий себя Россию будущего, Россию очищенную, прошедшую все вот эти вот, круги ада, и вот опять возвращается к тем же действиям, которые были их и настоящие предшественники, вот это, особенно спецслужбы. Вот действия спецслужб повторяет Пономарев. Если вы в курсе его там действий, его там деклараций и так далее, скажите, как вы к этому относитесь? Потому что с каким-то странным образом никто не ищет каких-то связей, контактов с представителями Чеченской Республики, демократических взглядов, стоящих на своей основе на Конституции 92 года без изменений и так далее. Никто с ними контактов не ищет. Но вот почему-то именно вот так вот представители России будущего занимаются тем же, что и занимались спецслужбы Российской Федерации до сих пор. То есть, допустим, я почему говорю именно о спецслужбах? Допустим, сторонники, то есть противники правительства Чеченской Республики, тогда еще в пору развала Советского Союза и объявления независимости, установления там правительства, Конституции, в ту пору оппозиция, так называемая оппозиция новой чеченской власти, Чеченской независимости республики, тоже декларировали за шариат, тоже хотели построить какое-то исламское государство в пику демократическим каким-то преобразованием Чеченской Республики. И вот в последующем за ними прослеживался след ФСБ, когда так называемая оппозиция вошла в столицу Чеченской Республики с российским вооружением, с поддержкой, авиационной поддержкой и так далее. Просто вот это, когда люди или дураков считают все остальное мировое сообщество и людей, и самих чеченцев, или они сами настолько заблуждаются, и как, я не знаю, кто там, опять-таки на враг очередной наступает и собираются туда же провалиться, ну, через какое-то время, пускай это будет. И опять-таки, неужели в России нет здравомыслящих людей, чтобы не наступать на одни и те же грабли? Я немножко расширил свой вопрос, как бы раскрывая вопрос Фарго.
Вот пацифист, вот как он на это как бы прокомментировали? Первое. Спасибо, вы оказались очень информативным. Во всяком случае, ничего о целях исламского государства я не малоизвестно. Вы были информативны, я думаю. Короче, я разделяю вами сказанное, поддерживаю. Но согласитесь, чтобы... Если вы не в курсе деятельности строителей исламского государства, то мы можем вас тоже просветить. У нас эфир как раз по этой теме. И вот то, что вот эти хорошие русские, Пономарёвы, там всякие встречаются с вот этими исламистами, и как бы, понятно, что рыбак рыбака, да, там видит издалека. То есть, если они какие-то общие интересы, вот, например, мы сторонники демократии, сторонники свободы, права, и мы все желаем того же самого всем, да, там, частично какие-то националистические у нас тоже взгляды, так как мы сегодня оккупированное государство, и тем более находимся за пределами Родины, то есть мы чуть-чуть вынуждены гнуть более такую националистическую линию, да, потому что если мы не будем, чеченцы не будут сами интересоваться проблемами своего народа и государства, то как бы понятно, что за нас не придет, это не сделает ни китаец, ни японец, там, ни индеец, индус там, из Индии. То есть мы вот вынуждены сегодня немного вот таких взглядов в эту сторону как бы держаться, да. И вот им всех вот таких, да, вот россияне тоже сегодня нормальные, они по сути русские, скажем. Ибраим, прервался, или тебя не слышно? Опа-ля, я соскочил. Не знаю, почему у меня отключилось, наверное, вырубил кто-то мне микро. Короче, еще раз повторюсь, и русские тоже, да, вот те, кто считает ответственность перед своим народом, перед своим государством, они тоже вынуждены вот отвечать немного вот таким интересам, да, там быть немного как бы на стороне националистических вот таких настроений, чтобы вернуть, то есть свое государство в какое-то более-менее человечное русло. И точно так же демократы, вот демократия, демоскратос, народовластие, люди, придерживающие демократии, люди, придерживающиеся свободы, люди, придерживающиеся ценностям, да, там, суверенитета, независимости, свободы, тоже как бы они вроде бы видят друг друга сдалека. И нам абсолютно делить или враждовать с вот такими людьми, которые тоже, как и мы, хотят, как бы желают хорошего для своего народа, там, абсолютно с ними враждовать или конфликтовать нету никакого смысла. Но люди, которые вот всех перечисленных вот этих ценностей, которые я назвал, придерживаются, но при этом другим народам не позволяют придерживаться этих ценностей, и которые пытаются другие народы поджать под собственную, скажем так, силой, да, там, под собственное влияние или под собственный сапог, грубо говоря, да, эти люди, они не разделяют ценности, потому что они только для себя видят национальный интерес, они видят для себя все хорошее, и другим они хотят только порабощения, только подчинения себе. Это уже пахнет имперцем вот от таких вот, скажем так, личностей. Поэтому я вот что хочу сказать.
Тут вот в этом случае, вот когда собираются люди, там пригласили каких-то исламистов, потому что у них открыто официально на их сайтах по сей день висят исламистские заявления, лозунги, где они... Сейчас мы это прокрутим еще раз здесь. С легкостью можем показать их концепцию. То есть те, с кем они встречаются и с кем они ведут какие-то переговоры, контакты, они, значит, находят общий язык. И, как я говорил, рыбак рыбака видит сдалека. Значит, у них какие-то одинаковые диктаторские, имперские, там, исламистские, да, будь это исламистская идеология, либо какая-то другая, которая хочет поработить там народ и так далее. То есть они на этом сходятся. Вот так вот мы это видим. Админ, если у тебя есть возможность, прокрути нам вот это видео про концепцию строителей исламского государства, которые придерживаются друзья Пономарева, с которыми ведут конференции, там, заседания. Слышно, Ибраим? Слышно меня? Сейчас получше. Так, видимо, у меня наушник заключил. Админ, если можешь, прокрути нам видео, где Пономарев встречается там с вот этими деятелями, концепция у которых это строительство исламского государства. Если у тебя... где текст идет, и вот эта машина зачитывает. То есть это текст, это официальная деятельность, там, встреча вот это вторая встреча. Кстати, первая встреча, она в 2021 году прошла. Встреча, когда все исламские группы в Европе, они встречались и сошлись на общей вот этой концепции Низам 2002 года. А вот это в этом ролике она озвучивается вторая встреча. Это уже после начала войны в Украине. То есть это встреча, на которой все исламские группы сошлись во мнении, что они должны следовать Низам, концепции Низам 2002, исламское государство. И концепция Низам 2002 на этом видео, она тоже комментируется, то есть озвучивается. Пожалуйста, админ, включи нам. Шведский форум. С 5 по 6 сентября 2022 года. По инициативе общественно-политической организации Нахчин Машанан Тоба был организован форум для преодоления существующих разногласий, препятствующих к объединению и консолидации всех патриотических сил, стоящих на пути свободы и независимости ЧРИ. На форуме приняли участие представители Кабинета министров ЧРИ, Ассоциация Барт-Маршо, Союз чеченской молодежи, Национальная ассамблея чеченцев Европы, Ассоциация Союз чеченцев Франции, Совет старейшин Европы, другие представители общественных организаций, ветераны движений сопротивления, религиозные деятели, блогеры, а также отдельные граждане ЧРИ. По итогам форума была принята резолюция, текст которой в версии для прессы мы публикуем ниже. Нахчин Машанан Тоба благодарит всех участников настоящего форума за участие. Мы надеемся, что наши совместные усилия станут залогом к успеху и проложат мост к дальнейшему объединению чеченского зарубежья во имя торжества победы над извечным врагом. Мы просим прощения и милости от Всемогущего и просим Его помощи в наших делах. Оргкомитет форума. Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим. Резолюция форума по объединению общественно-политических сил ЧРИ. 0506 сентября 2022, Рют, Швеция.
По инициативе общественно-политической организации Нахчин Машанан Тоба, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил, стоящих на пути свободы и независимости ЧРИ, был организован форум для устранения разногласий, препятствующих к объединению. В форуме приняли участие представители Кабинета министров ЧРИ, представители Ассоциации Барт Маршо, представители общественных организаций, ветераны движений сопротивления, религиозные деятели, блогеры, а также отдельные граждане ЧРИ. В ходе обсуждения участники собрания обсудили широкий спектр вопросов национально-государственного характера. В своих выступлениях некоторые докладчики и выступающие подчеркнули, что благодаря решительным и своевременным действиям отдельных представителей ЧРИ, а также Кабинета министров ЧРИ удалось сохранить основы чеченского государства. Участники настоящего форума единодушны в том, что принятый в июле 2002 года в соответствии с положением ГКО низам был необходим для консолидации и объединения сил, стоящих на пути свободы и независимости. Участники форума пришли к единому решению следовать положениям низама 2002 года и призывают все силы, стоящие на пути свободы и независимости ЧРИ, объединиться на этой основе. Некоторые выступающие предлагали ввести в состав ГКД новых участников из числа молодежи и ветеранов сопротивления. Участники форума согласились провести консультации для согласования позиций относительно низама 2002 года. Призвать участников настоящего форума, а также все общественно-политические силы исключить в средствах массовой информации практику, что у чеченского народа отсутствуют легитимные органы власти ЧРИ. Резолюцию подписали представитель Кабинета министров ЧРИ подписант, представитель Ассоциации Барт Маршо подписант, представитель Союза чеченской молодежи подписант, представитель Национальной ассамблеи чеченцев Европы подписант, представитель Ассоциации Союз чеченцев Франции подписант, представитель Совета старейшин Европы. Подписант, а также резолюция согласована с ветеранами движений сопротивления, религиозными деятелями, представителями общественных организаций, блогерами и отдельными гражданами ЧРИ, принимавших участие в работе форума. Низам 2002. С началом Второй войны работа над приведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжалась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисе Шуры ЧРИ при участии представителей всех ветвей власти, президент ЧРИ Масхадов Аслан, председатель парламента ЧРИ Хиряев Дардаил, парламентарии, члены. Правительство, руководство Верховного шариатского суда, командующие фронтами и секторами ВС ЧРИ, общественных организаций и джамаатов. Вот это то, что было прописано, там, подписанты, все участники, это мероприятия вот этих всех исламских групп, которые там шифруются за ассамблеями, за советом старейшин, там, туда-сюда, всякими кафирскими красивыми названиями их подписали. На самом деле это все группы, которые придерживаются политического ислама. То есть исламисты, другими словами. То есть не просто там мусульмане, которые молятся, там даже ходят с бородой пускай или в хиджабе, а именно участники, вернее, сторонники исламского государства. То есть те, кто считают, что ислам, как он и предписан в оригинале, что он является политической как бы составляющей, то есть что он должен быть в политике и что государство должно быть основано на догмах, там, на концепции исламской. И дальше вот сейчас идет Низам 2002, это та концепция, на которой вот эти вот люди, они все сошлись во мнении, то есть они проявили солидарность, что все исламские группы, несмотря на их там разногласия какие-то, они должны консолидироваться вокруг вот этой вот концепции. То есть это их конституция. Если можешь, с момента вот как низам начинается, админ, оттуда снова включи этот низам. Низам.
представителями общественных организаций, блогерами и отдельными гражданами ЧРИ, принимавших участие в работе форума. Низам 2002. С началом Второй войны работа над приведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжалась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисе Шуры ЧРИ при участии представителей всех ветвей власти: президент ЧРИ Масхадов Аслан, председатель парламента ЧРИ Хиряев Дардаил, парламентарии, члены. Правительство, руководство Верховного шариатского суда, командующие фронтами и секторами ВС ЧРИ, общественных организаций и джамаатов. За 1,5 месяца работы Большого Маджлиса Шуры, Конституционного собрания, был внесен ряд изменений и дополнений в Конституцию ЧРИ. И теперь статья о Дне Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Дополнения и поправки к действующей Конституции ЧРИ. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его пророку и посланнику Мухаммаду, а затем. Общее основание. Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. Данная Конституция сокращена в связи с военным положением. Ичкерия – независимое чеченское государство, ни одно государство мира не имеет право вмешательства в его внутреннее дело. Данная Конституция действует до окончания войны, и принятие новой Конституции является дополненной поправкой к основной действующей Конституции ЧРИ. Все граждане ЧРИ, признающие законы и государственный суверенитет ЧРИ, независимо от национальности и вероисповедания, пользуются защитой государства. Предпочтение в распределении должностей оказывать достойнейшим, компетентным, знающим свое дело специалистам. На все ответственные посты государства и члены Маджлисуль-Шура назначаются с согласия Маджлисуль-Шура после выяснения о соответствии назначаемого нормам шариата и компетенции. В случае обвинения его одним из членов Маджлисуль-Шура в нарушении норм шариата его дело рассматривает Верховный шариатский суд. Высшим органом власти ЧРИ является Маджлисуль-Шура во главе с руководителем государства по принципу «Амир для Шуры». Глава государства является верховным главнокомандующим и высшим, исполнительным, должностным лицом. Повиновение амирам в одобряемом, соблюдение низама, оберегание доверенного, дисциплинированность в государственных делах обязательно для всех. Сплочение рядов и единение слова – признаки победы, необходимые укреплять и беречь руководством государства и всеми мусульманами. Все мусульмане-ансариты, принимающие участие в джихаде по защите свободы и независимости ЧРИ, являются ее полноправными гражданами. Маджлисуль-Шура. Маджлисуль-Шура образуется из амиров и алимов, принимающих активное участие в джихаде. Члены Маджлисуль-Шура утверждаются главой государства с согласия Верховного шариатского суда. Они проходят через необходимую процедуру для избежания клановости и предвзятости. Маджлисуль-Шура рассматривает дела ответственности лиц в министерствах, ведомствах и представительствах государства за рубежом. Все ответственные лица государства обязаны соблюдать справедливость между собой и в отношении граждан, исполнять честно свой долг и доводить доверенное по назначению. Маджлисуль-Шура организовывает создание и управление системой государства, замещает всеобщий маджлис в военное время и выносит решение большинством голосов при наличии 75% членов комитета. Состав Маджлисуль-Шура не превышает 20 человек. Все решения, принятые Маджлисуль-Шура, обязательны для исполнения всем, без права игнорирования. Всякая несправедливая политика противоречит шариату, а справедливая политика – часть шариата. Основываясь на этом, не дозволяется членам Маджлисуль-Шура и властным органам вести политику, противоречащую шариату. Призыв к исламу, повеление одобряемого и запрещение недозволенного, оберегание, исцеление общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлисуль-Шура правительства, а также всех мусульман.
Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков – подготовка и джихад на пути Аллаха. Внутри Маджлис-уль-Шура создаются комитеты для контроля и регулирования деятельности министерств и ведомств. Джихады, Маджлис-уль-Шуры. Вот эта вот концепция, официальная концепция вот этих вот людей, которые объединились, но вот это, тем более они объединились, кто туда входил, вы сами слышали, да, какие-то ассамблеи, хренсамблеи, короче, всякие вот эти кафирские названия, которые противоречат Маджлисуль-Шуры, Муры, короче, Шуры, Муры, всяким шарикатам. Тем не менее, это как бы у них является такие, да, там, ради установления слова Аллаха можно врать. Это называется такие. Теперь можешь вот показать вот этот ролик, да, где у нас все равно теневой бан, всего лишь 20 зрителей, потому что из-за бана мы там в этом не стоим мы, да, там, короче, нас не предлагают вот этим смотрящим там. И вот этот ролик, где у Пономарева на вот этом Маджлисуль-Шуре, где Пономарев, Маджлисуль-Шура у них идет, и там на Маджлисуль-Шуре русская вот эта женщина задала вопрос. И вот этот, то, что он ей отвечает Маджлисуль-Шура, которого вот мы сейчас читали, да, там шариат, исламское государство, и вот эта дама задала вопрос этому шуристу, и это как этот шурист отвечает. Да. Наталья, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я изначально, да, я безусловно за то, чтобы Шалом, шалом. республики, которые хотят отделения. Шалом, Ашот. Шалом, давайте, господа председатели. О май гад. Свободе. Я сам вопрос. Рамзан Ахматович, подождите, мы сейчас досмотрим вот это. Потом мы дадим вам слово. И сначала от захвата админу уходить. Да. Наталья, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я изначально, да, я безусловно за то, чтобы регионы, республики, которые хотят отделения, жили самостоятельные. Чечня, наверное, первый претендент из всех сегодняшних республик. Поэтому у меня вопрос такой чисто познавательный для себя, который на мое отношение к вашему решению и к самостоятельности не имеет. Вот когда Чечня станет самостоятельной, как вы полагаете, она будет ли или нет она исламской республикой с законодательством, основанным на нормах шариата, и насколько укрепятся связи и влияние на Чечню мусульманских ближневосточных стран? Спасибо за вопрос. Можно отвечу? Понятно. В 1992 году, 12 марта, Чеченская республика приняла Конституцию. И в первой статье сказано, что Чеченская республика является демократически правовым государством. Паузу нажми. Нормы. Все видели, да, что у них в их новой версии Конституции, Низам 2002, Чеченская республика не является демократическим правовым государством, а является, сейчас я точно цитирую, один момент,
Так, в их версии вот так это звучит. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения, видите ли, чеченского народа. Источником всех принимаемых решений являются Коран и Сунна. То есть вот эти люди сошлись на том, что вот эта вот Конституция, еще раз повторяю, и теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит, то есть на вот этой концепции, на незаконно, как они здесь говорили, да, с началом Второй войны работа над приведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжалась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисуле Шуры ЧРИ при участии представителей. Все это вранье при ветве власти, председателя парламента там и не было, там несколько арабов. Там, к сожалению, Масхадов, который на это подписался, чтобы заставить вот этих религиозных деятелей воевать, да, против там общего врага, и повелся вот на эту вот ерунду, и с ними подписал вот эту вот ерунду, да, за что я его полностью осуждаю, и это незаконно, потому что с началом войны никакая конституция не действует. Во время военного действия конституция отодвигается, и государство на момент военного действия в соответствии с военными, с законом о военном положении вот на этой основе функционирует. Да, там появляется Государственный комитет обороны в случае, если государство оккупировано и так далее. То есть Конституция не может с началом Второй войны быть, чтобы над ней проводилась какая-то работа и приводилась она в соответствии с шариатом, потому что народ в этом не участвует, государство находится в состоянии войны. В 2002 году полная оккупация вообще произошла государства, только партизанское сопротивление какое-то ведется. То есть это полный бред, но важный момент в том, что у вот этих вот людей, их концепция это вот. И теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство. Источником всем принимаемых решений является Коран и Сунна. Вот еще раз нам покажи, админ, вот его вот этот ответ, да, что он обманывает там, то есть он врет, он говорит о другой вообще конституции, оригинальной конституции, которая вот эти вот Пономаревский Маджлисуль Шура, он не придерживается, то есть они придерживаются исламского государства. А тут он испугался русскую кафиршу, русскую вот эту бабушку. Люди, которые тут призывают к террору, да, нас терроризируют. Вот эту вот кафирскую русскую женщину, ей они не высказали свою концепцию, свою конституцию. И ссылается на оригинальную конституцию, которую чеченский народ принимал, и которой мы, вот, наоборот, призываем всех следовать. Отвечу. В 1992 году, 12 марта, Чеченская республика приняла Конституцию. И в первой статье сказано, что Чеченская республика является демократически правовым государством. Нормы этой Конституции до сих пор действуют, хотя какие-то изменения не в саму Конституцию. Конституционное изменение – это прерогатива парламента. Или конституционный закон может принять то же самое этот же парламент. Поэтому давайте не будем загодя предсказывать какое-то будущее. Дудаев любил говорить: «Его Величество, господин народ, решит». Мы имеем больше опыта государственной деятельности, чем Россия. Россия год спустя приняла Конституцию. Мы в 1992 году уже работала с Конституцией и парламентом, отдельным от и Советского Союза, и от Российской Федерации, своими законами. Эти законы были
на основе международного права, на основе признания прав и свобод граждан, проживающих на территории Чеченской Республики Ичкерия. Исламская, вы знаете, я не знаю, вот правильно не могу подобрать даже это слово. Чеченская Республика и чеченцы в своей жизни и психологически, и ментально, и они умеют создавать обстановку и для других представителей... Смольный там звонит уже в прямом эфире. Бывало в истории взаимоотношений не только на раннем этапе с Россией, но и на постсоветском пространстве. Мы первыми, вот когда Дудаев предложил Эриху Хонекеру, когда ему грозила опасность, мы можем предоставить вам политическое убежище. Эрих Хонекер – это первый секретарь СДПГ Германии, Социал-демократической партии Германии. Тому же Горбачеву, когда нависла угроза, направил. Тому же президенту Грузии Звяда Гамсахурдия предоставили политическое убежище и так далее. Мы можем и должны и впредь наши отношения, наши взаимоотношения строить на основе уважения, на основе признания права личности и человека. Простите, может быть, я не совсем четко сформулировала, или просто вы ушли от ответа, но имеете полное право. В документах и конституциях может быть записано что угодно. Советская конституция была очень демократичной. Пауза. Конституция и реальная жизнь, они подчас... Вот то, что вот эта русская женщина говорит, что в конституциях может записано быть все, что угодно, вот это как раз в духе русского мира. И если бы напротив нее сидящий вот этот вот чеченской национальности исламист был бы не исламистом и не возглавлял бы вот этих вот всех приверженцев там исламского государства, а соответствовал бы чеченскому закону, конституции Чеченской Республики Ичкерия, он бы мог спокойно ей высказать: девушка или там женщина, то, что вы сейчас озвучиваете, что в Конституции может быть написано все, что угодно, но это не соответствует там политике государства. Вот у нас, в нашем государстве, ну, если бы он придерживался бы законов, он бы мог бы с чистым совестью четко объяснить женщине, что мы вот не являемся там, или не соответствуем вот этой политике русского мира, и у нас, у чеченцев, вот, мы придерживаемся тех законов, которые у нас прописаны. У нас нет этих двойных стандартов. Мы придерживаемся законов своего государства, как и весь цивилизованный мир. Это только у вас, у русских, на законах там бывает прописано одно, а на самом деле вы в какие-то, где живете там по обычаям, по традициям, по каким-то своим вот этим там, воровским законам и так далее. Короче, на бутылке можете сажать там
в тюрьмах где-то людей, дубинками насиловать, то есть всем, что угодно заниматься, да, там с момента еще со времен, когда на кол сажали, то есть вот эти вот русские традиции, они у вас присутствуют, а в Конституции у вас записано совсем другое. Вот у вас как раз такое, вот то, что она озвучивает, к сожалению, вот этот весь маджлис, вот этот маджлисуль шура, который Пономарев там собрал, вот этот маджлисуль шура, он как раз таки и, к сожалению, просто продолжает вот эту политику, когда она четко озвучивает, что в Конституции может быть записано все, что угодно, а на самом деле политика может вестись вообще по-другому. Вот это вот как раз и плачевно, да, что вот эти люди, которые себя позиционируют там демократами, новыми русскими, какими-то продолжением, вроде бы не имперцами, они ничего нового нам не рассказывают. То есть там ничего, как это, долой короля, ну как это правильно было? Фарго, как это говорилось правильно? Да, у русских вот эта поговорка, да, долой короля, да здравствует новый король, или как это было? Вот точно сейчас не помню. Участники. Ибрагим, можно скажу? Здравствует новый король, вот так и не. Дело в том, что вот давайте не этот человек сидит вот так, говорит, и у многих складывается впечатление, неужели вот целый народ вот такие дебилы? Два слова не можешь связать и сказать. Два слова связать там, не в этом факте. Он не обязан, например, вот этот исламист, там, представитель исламского государства, он не обязан в точности там на русском языке разговаривать, потому что это его не родной язык. Он может ошибаться, он может, короче, я не знаю, там, какие-то грамматические ошибки, пофигу, это не важно, извиняюсь, да. То есть дело не в этом. Дело в том, что они как раз соответствуют друг другу. Вот эта женщина задает вопрос. В Конституции может быть написано что угодно, а на самом деле, короче, может быть вообще другая политика вестись. То есть это такое, скажем так, неумышленное обнажение своих каких-то мировоззрений своего, понимаешь? То есть это продолжение существующей политики. И точно так же напротив нее сидящие точно так же двойными стандартами ей отвечает. Она у него спросила, у вас будет исламское государство, а он, которого записано, что исламское государство его представляет, начинает нам рассказывать про Эрика Хонекера какого-то, который жил там, он там где-то, да, там во время развала Советского Союза. И продолжить, админ, давайте досмотрим сейчас это видео. Спокойно себе могут расходиться. Поэтому я вас спрашивала, как вот не что будет записано в документах, а вы, зная народ, зная обстановку, зная традиции, зная тенденции, вы как считаете, как вы думаете, как себе представляете? Я не говорю о взаимодействии с другими народами. Само общество, ведь документы будут написаны в идеале, да, под запрос социальный, который будет существовать в обществе. Так вот, в результате получится государство светское или религиозное? Вот так или так? Вот, собственно, в этом был вопрос, который вполне короткого ответа достаточно. Ну, Конституция Советского Союза априори не могла быть, потому что там 5-я статья Конституции говорила о руководящей роли КПСС. Это априори не могла говорить о какой-то... Ну, у вас то же самое, в низам у вас... говорю вам, вы, наверное, не... У вас действующие, отвечающие за все изменения, за все законы, вообще как бы руководящая вот эта система, которой все должны подчиняться, это та же самая Маджлисуль Шура, как и вот Верховный Совет КПСС.
абсолютное сходство исламистов и коммунистов. Поняли, что чеченцы в своем происхождении, вероисповедании являются мусульманами. Я в курсе. Дальше исламское направление, светское направление. Сама постановка такого вопроса, мне кажется, неделикатная. Это раз. Во-вторых, я сегодня не могу об этом говорить, потому что после деоккупации Его Величество Господин Народ опять же выйдет на выборы, опять же проголосует за лидера и за направление, которое предстоит этому народу выбрать. Ну, понятно. Окей, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы на Хорошо, что она... большое за выступление, за вопрос. Хорошо, что она третий раз у него не спросила, а то бы он уже, наверное, бы агрессивно бы, как бы уже на личности перешел бы, потому что она его конкретно загнала в угол. И оба раза он не ответил на вопросы, просто ушел от него. Начал говорить о том, что чеченцы мусульмане. Это тут, причем у вас в будущем намечается исламское государство, там шариат, или же светский тип государства. Все, там ничего непонятного нет. И у вас в концепции... Ну, а что они тогда делают там, Ибрагим? Да, мы сейчас прочитали, что в концепции у них прописано исламское государство. Но он почему-то русскую кафиршу испугался и сказал, что я не могу сейчас на это отвечать. И Эрик Хонекер, мы там принимали его. И какого-то Гамсахурди принимали, и чеченцы, они же мусульмане. Ну, я даже не знаю, как вам ответить, не нахожу слов. И вопрос некорректен. Почему некорректен? Ничего здесь непонятного нету. Просто отвечаешь, что у нас исламское государство. Хоть 100 раз мир перевернется, этот, все кафиры в этом мире, мы будем устанавливать слово Аллаха. Не, ну как могут те люди туда попадать? Вот это я не пойму, где они их находят? Поэтому вот хочу пацифисту вот этот вопрос задать. Пацифист, вот понятно, да, что рыбак рыбака видит сдалека. Вы согласны? Первое. Это очень такое эмоционально-бытовое, образное, ну, пословица и поговорка. Кого вы, еще раз уточните, подразумеваете под рыбаками? Я вам конкретно отвечу. Ну, смотрите, русские проводят мероприятия. То есть они собрались на Маджлисуль Шура или что там происходит, я не знаю, как это там называется. Или какой-то там иджмуа, я не знаю, без разницы. То есть они вот собрались на мероприятие. И они туда пригласили кого? Правильно, тех, с которыми они взаимодействуют. На ковер подтянули. Да, и вы понимаете, что с теми, с кем они взаимодействуют, они будут интересоваться, с кем они имеют дело. То есть Пономарёву, вот эта тетка, которая вопрос задала, и другие участники, организаторы этого мероприятия, когда будут звать каких-то людей, они просто поинтересуются, зайдут на их Чечен Пресс, на официальный сайт, посмотрят, что у них за концепция, что. А у них там четко прописано Низам 2002. У них, то есть, вот такая вот тема. И я поэтому говорю, они же это же не просто как бы первого человека встречного какого-то пригласили там. Ибрагим, це цузочо для харюлшена елду коди дошлери. Эріал, що почалкшо. Первый претендент это Чечня, эти юл маелля, эти асацу ешеризуд. И шей гибешный нарратив, что проталкивать я ж будешь, мол,
Чечня в составе России хилю, я просто ариал шелабук, сан хоку цунг элдиешдик дартига. Чечня цанна оман претендовать диашят, ариал чуяла. Чечня вопрос деоккупацию, но аж дадиешдик, аж от шей почалку незаконно, шей конституции, это почалк язер, и незаконно динхилар признать дешдушу и деш варгарцин пьетё. Мурад Машо давал отцу грамотно оценку, что ничего цагон вообще. Есть там грамотный очень отец. Вот Гаруй, бывший вёсминистр Закаевский, сейчас он... Не слабо, не И слабо. Гинца, сейчас он уже стал первым вице-премьером, сейчас его вот так вот там озвучили. Он просто... Да, Короче, он... Да, то есть он там вместо того, чтобы четко вести какую-то там комментарий, какие-то, скажем так, вот на встрече, да, там четко какую-то позицию свою высказывать, да, вместо этого он там сидит, и мы не такие, мы там, вот, мы Эрика Хоннера, короче, и четко не может ответить, что, конечно, у нас есть... То есть, смотри, если там четко человек мог бы отвечать, как есть, во-первых, постановку вопроса он бы сразу бы, как Мурат говорит, он бы подкорректировал бы, он сказал бы, мы ниоткуда не выходим никуда. Мы находимся в оккупации вашей страны, вашего образования. То есть вы ответственны за то, что мы находимся в вашей оккупации. И все преступления, которые там происходят, и весь ущерб, нанесенный нашему государству, все вот эти вот преступления, убийства там и так далее осуждаю. Да? Вот это вот все, оно, за него кто-то должен будет нести ответственность. И вот это наша тема, мы ниоткуда, никуда не выходим. У дагестанцев, у ингушей, там, у татар, у бурят спрашиваете, заходят они или выходят. У нас вообще другая тема. Вы сегодня нас колонизировали, то есть оккупировали, вы захватили нашу территорию и как бы сделаете все, что угодно с нашим народом. Во-первых, это вот так. Во-вторых, вопрос. Когда она ему ставит вопрос о исламском государстве, он четко должен на него ответить. То есть, что есть ли угроза там, что там ислам... Конечно, есть угроза. Огромная угроза того, что вы вот как в первую русско-чеченскую войну, там, во вторую, в середине, как вы идеологически вот этот Дугин, ваш идеолог, Джамаль Гайдар, там, все остальные, Шевченко и все вот это закулисье. Вот точно так, что вы нас на религиозной теме будете манипулировать нашим обществом, противопоставлять его и добиваться разобщения, добиваться того, чтобы мы, как вот после Первой войны наше правительство, чтобы показать его несостоятельность, то есть создавать какие-то банды исламистские, какие-то исламистские лозунги, то есть каких-то исламистов, да, политических вот этих исламистов. Вот эта угроза 100% есть. И вот этот вопрос, он как раз перенаправляется к вам, когда вы, русские, перестанете манипулировать вот этими религиозными всякими темами, религиозными приемами, когда вы перестанете мучить там, наш народ, когда вы откажетесь от того, чтобы строить в нашей республике 1600 мечетей, преследовать нас даже за границей, присылать за нами сюда исламистов, вот эту исламистскую тему продолжать над нашим народом, то есть терроризировать его. Этот вопрос как раз я адресовываю вам, вот ваше видение, когда вы закончите этим заниматься. Закончите ли вы этим заниматься, если у вас сменится режим?
он четко мог бы там все, если бы он сам придерживался бы интересов государства, если бы он стоял на позиции государства, на позиции государственного закона, а не играл бы в это кукушкино яйцо, которое ему подсунули, да, там, исламскую вот эту тему. Все, короче. Ажа, Ибрахим, если бы я не знал бы народ, вот, и увидел бы, услышал бы его, я подумал бы, неужели умнее этого человека никого нету у них? Вот такое впечатление у меня сложилось бы. Вот в чем беда у нас. Гость. И Оля, горш, почалк, он представляет, нах, кому, халабян, нах, бацош. Это все знают. Сундел тебя, и Оля, ниш, яц. Цам прекрасного, цуаскишного, карна масарнаха, нохчики, буйха, шадик, хуш, дукам. Хорш исламист, буйха, просто хорша, очуай аш был хороший русский бой, царь не слабый хорш. Киетя? Царь чул содиакин, хумдица, Ала ишолш бацош. И у карнаха цундел Мурат, они им наоборот задают вопросы, которые чеченцы должны задавать им. Понимаешь? То есть чеченцы должны, да, русским, хорошим русским задавать вопросы. Если вы придете к власти, перестанете ли вы с помощью религии манипулировать среди чеченцев? Перестанете вы создавать исламистов? Перестанете вы строить нам мечети? Перестанете ли вы этим заниматься? Следующий вопрос. Если вы придете к власти, вы понесете ответственность за все преступления, предадите суду всех военных преступников, массовых преступников, обнародуете вот эти архивы, там, ФСБ, обнародуете засекреченный рязанский сахар, вот это вот учение с рязанским сахаром. Вы будете возмещать весь ущерб государству, выплачивать контрибуции, репарации чеченскому государству. То есть это вопросы, которые им должны были там задаваться, понимаешь? А тут эти, мы, короче, не такие, мы хорошие, мы не Если плохие. бы там были бы настоящие патриоты чеченского народа и государства, эта женщина вот этот вопрос вообще там не озвучила бы. Первый претендент на выход это Чечня, вот этот вопрос она вообще не задала бы там. Понимаете? И дала мегардолш был нахош буйхуш делду и хаттер. То есть она это преподносит, как будто действительно Чечня часть России. Там деоккупация, оккупация, вообще юхайол шахт и камелда, юхайол шумамаяцы. Хорш мülш бухуш, деш камелду. И спектакль, и дагойч, Европа, Запад, гойч спектакль, совместно окар. Киетя? Хорш цер не слабый. Да, он горч حيقودوش جرامات نبوش تحجمات أتغاسقش يا داق يلبوش بو نخشي تشوابوش إقامل تو دولنا إمتى يا إكونفرنسي دا يوريرون يا إمتى أتنخشي شو إساتواريرون ستوب Hens goen, Abdullah, Erik Hona Кер Ойстун, Зиад Гамсахурди Ойстун, первая статья Конституции 92 года, то есть Аудул Маватис, он же не дурак, он это все знает. Ибраим, дакайк леч, почалкю. Дакайк почалкю Конституции, и почалк инчулт я цашой ялобут, буорбут, бельчулт я кайкню Российской Федерации, цер Конституции и так далее. И почалк незаконно телет, и шадек, и оккупации, и динабош,
и один хадош мадуй, ой, маршун, и аляч был нах. Харуахин, как будто этого не было. Получается, она это не признает, значит, что это было оккупацией, что Россия напала на Чечню. Она это вообще не считает, значит, если она такие вопросы этому исламисту, дебилу задает, значит, она действительно с этим вопросом подтверждает, что Чечня часть России, она это так считает. Приятется умно. Первый претендент на выход – это Чечня Бош. Амел дешел. Да, значит, ца оккупации, ца нападений на Чечню и так далее не было, значит. Харомш и харомш. Харомш мою и шадек да динак. Хорш мою и гинца и дяш лилшир. Хар подонг шуер национал подонг преступник шуер. Оршу инца и лилуашир. Сонда елде яшуду цой, камел. И камел, моя царь вообще. Не царь хотя бы, когда войска выведут, деоккупацию будут, мы уже определимся коротко, а ты чего раз. Он историка на английском переводе, чукайся чер. У Милуцагош, Гамсагони, Хуняди, Нагица, Палбичевич. Там шанхита кого, сом тетя, это на бал. Истер, нахуй, хочешь хотя бы так коротко и ясно, эльчан, волш мозга, хума мадатига. مسنا مجحون مجاه ومسنا مجحون مجاه. Да, и дух шады. Камел, он деш духаем цуинц этя, и целочерно, чтобы вы понимали, о чем он там намекает. Что волшка, исламиш, Турции и так далее, агубел борщ, да? Это первый шведский столик в 21 году. Да, очередной исламистский сборище. И там некоторые задают вопросы, которые им не нужны или не нравятся, не знаю. Вот он приводит пример истории, он намекает этим, да, этим людям, которые там, вот у них там задают им вопросы. Массарна мекшдек, хуна мага вопрос задавать. Короче, он привел в пример вот этого Фетха, который является авторитетом у исламистов. Если кто не знает, Фетха – это который женился на двоюродной сестре, старичок с Иордании. То есть вот этот Фетха, многие не знают об этом, что он на двоюродной сестре женился, и поэтому, как бы, не зная этого, там, его задним числом начали его там уважать, там, всякие религиозные вот эти сторонники. Но не суть, не факт. Вернее, не суть, факт это 100%. Имеется в виду, он приводит его как авторитета для исламистов в пример и говорит, что там у него кто-то что-то постоянно спрашивал, там ему перечил, и этот Фетха сказал, типа, «Массана мегагуна мага». Короче, смирись с тем, что всем, когда все смирились, короче, ты тоже смирись, типа, если дословно перевести. Почему бы тебе не смириться с тем, с чем смирились все? Массана мегагуна мага. И он его вот так вот в пример приводит, и типа вот этих, которые лишние вопросы задает, им говорит, ну перестаньте уже задавать там лишние вопросы, смиритесь. Если все как бы смирились, вы тоже смиритесь. Да, аккуратно, намек он там делайте. Можешь вот этого теперь крутануть нам? Все равно тут уже нас блокнули в теневой бан.
Покажи нам сначала Белокиева, который присутствует у Пономарева на Маджлисуль-Шуре, а потом покажи, как он с Осетлинским раскрывает планы их исламского государства. А это было админ Хаизамовой. Да, я хотел бы так, Белокиев Ислам, представительство Чеченской Республики Ичкерия в Польше. Касаемо коротко того, как регионы смогли бы выжить, многое, что сказал наш вице-премьер, я в принципе считаю это достаточно, но хотя бы возьмем на примере Ингушетии. В Ингушетии был завод электроинструментов. Люди старшие наверняка... Достаточно, админ. Дальше его это выступление вообще не интересно. Просто вот этот человек, который тоже является представителем вот этого исламского государства, формата там Закаева, вот этого Артаханова. Вот теперь покажи, как он с дагестанцем, с Осетлинским полностью раскрывает их концепцию, их планы. Теперь, то есть Эмират, он объявлен как бы международной террористической организацией, то есть ИГИЛ его нет, но сама идея, чтобы был, она идея осталась, и люди привержены этой идее, большинство вообще среди тех пассионариев и активных братьев на Кавказе, чтобы у нас был закон Аллаха на Кавказе, и чтобы мы оккупировали свою территорию. Вот эти две идеи основные, они остались. Может быть, сама форма, система, она устарела в том плане, что мы эту войну проиграли, просто эту войну выиграть тоже очень сложно, враг очень сильный. И разногласия между собой тоже нам помешали. Но сама идея сохранилась, и приверженцы этой идеи, что должен быть на нашей земле наш закон, наш язык, наша культура, наши традиции, и что должно быть именно по исламу, эта идея, она преобладает, я думаю, 70-80% таких активных людей. Неактивных, соблюдающих, понимающих ислам, тоже, само собой разумеется, хотят жить по исламу. То есть, когда мы говорим, идея, Эмирата сейчас нет, а ее нет, ИГИЛа нет, это не значит, что приверженцы этой идеи нет. Или эта идея, чтобы был закон Аллаха, и чтобы было единобожие, чтобы была деоккупация, и мы жили достойно на своей земле, они остались. И они должны нас правильно понимать. Суть, даже приверженцы этой идеи, или Эмирата, или Ичкерии 02, все их объединяет одна вещь. Это чтобы мы изгнали врага из нашей территории, оккупантов, и мы жили по закону Аллаха. Эти вещи, объединяющие вещи. И мы можем спокойно на Коране Сунне объединиться. Альхамдулилlah, мы все сунниты, Ахлю Сунна. Да, чуть-чуть с той стороны крайности есть, с этой стороны чуть жидкость есть, жидкие есть, но общая идея одна. Теперь вопрос, как ее реализовать. Каким образом реализовать, под каким методом или какие услуги и методы использовать, чтобы мы смогли установить государство на Кавказе, построенное на Коране Сунне. Теперь к твоему вопросу уже ближе подошли мы. Если уже есть договора, вот к этому вступлению еще одно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал договор, Сульх-Худайбийский договор, она была очень неприятна на условиях, на мусульман, и да вы знаете, что очень сильно возражал. И говорил, мы же на истине, они же на батыле, на лжи. Почему мы принимаем такие унизительные условия? Это его слова. Суть самая... Аллах не спасал после этого сурату Аль-Фатх победу. Суру, которую Аллах назвал победой. То есть это была отправная точка к победе. В чем ее сокровенность, важность была? И почему посланник Аллаха принял такие условия? Там было по факту признание государства исламского. То есть это на равных договорах подписано. Да. То же самое в Хасавюрте произошло. Когда они подписали договор, это было признание уже субъекта, признание государства. И это признание, и эта площадка, платформа, которую чеченцы получили, огромную кровь, который пролив, получил очень много мучений, и живя очень экономически сложных ситуациях, потерял почти каждая семья, каждый день потерял многих людей. Пусть Аллах помилует тех, кто умер на исламе. Теперь это обнулить, умножить на ноль, это, наверное, на самом деле неправильно и несправедливо. То есть эта площадка, если можно как политический проект использовать, почему нет? Суть в цели и суть в средствах, которые мы используем для достижения цели. Цель благородна, деоккупация нашего народа и установление закона Аллаха на этой земле, потому что Ичкерия 02 означает, конституция и законы будут основаны на Коране Сунне. Значит, никаких Низам 2002 года. Вот, Низам 2002 года. Да. Есть там недоработки. Когда мы сядем за стол, их можно доработать. Если есть нарушения с точки зрения шариата, их можем исправить. А в международном сообществе, если это признает как площадка Ичкерия,
А зачем его стрелять, зачем его убирать? Это просто дайте нам точку опоры, и мы поднимем, как говорится, земной шар, но точка опоры, который уже признан. Но здесь я должен отметить, что в закаевской структуре власти люди различного толка, различных взглядов. Люди, в основном, они на общей позиции, они на исламе, они на шариате. Но они очень сильно боятся, это мое убежденное мнение, к которому я пришел, что о них скажут другие, вот Запад что скажет. Они говорят, что Россия на нас навешала ярлыки террористов, что Россия во всем мире нас представила как террористов, и Запад это проглотил, и Запад ей поверил. И если, говорят они, мы будем говорить то же самое, употреблять слово «исламское государство», как это делал ИГИЛ и так далее, нас автоматически будут ассоциировать с этим, и любые наши попытки деоккупировать нашу территорию, либо заручиться поддержкой других стран, будут автоматически блокироваться, потому что нас будут считать радикалами и так далее. И поэтому, они говорят, нужно нам разговаривать на их языке и употреблять слово демократия, то есть то, что им понятно, те термины, которые им понятны. При этом Этой бабушке надо было вот так ответить. 2002 год Низам, где четко все прописано и так далее и тому подобное. Этой бабушке надо было вот так ответить. Если мы сейчас скажем, что исламское государство и так далее по тексту. Еще раз вы концовку не даете дослушать до конца. Давай. И непонятно, хулис, он чарвай YouTube чую, да чую. И вот эта концовка, короче, она, вы когда перебиваете, смысл чуть-чуть теряется. И так далее. Нас автоматически будут ассоциировать с этим, и любые наши попытки деоккупировать нашу территорию, либо заручиться поддержкой других стран, будут автоматически блокироваться, потому что нас будут считать радикалами и так далее. И поэтому, они говорят, нужно нам разговаривать на их языке и употреблять слово демократия, то есть то, что им понятно, те термины, которые им понятны. При этом, мы говорят, они стоим на Коране, на Сунне, 2002 год Низам, где четко все прописано и так далее и тому подобное. Ну вот так вот, то есть то, что они сейчас... Кстати, вот эти два человека, один дагестанец, Сосветлинский, вообще никакого отношения к чеченскому народу, к независимости, к сопротивлению, к какой-то борьбе, к военному, вооруженному противостоянию не имеет. Также и этот Ислам Белокиев, который то ли ингуш, то ли там армянин, непонятно. Который... Я сейчас не о том, что там дагестанцы плохие или ингуши, нет, не об этом речь. То есть эти два человека вообще ни к какому, ни борьбе за независимость, ни за национальный интерес чеченцев, это не их тема. Это исламисты, которые хотят паразитировать на чеченской трагедии вот вместе с Закаевым, вместе с вот этими жамаатами, исламистскими группами. Абсолютно не... И когда они говорят, наш народ, наш язык должен быть, алло, ты там аварец какой-то, он имеет в виду, когда говорит наш народ, у них, у исламистов и вообще в истинном исламе, в Коране, в Сунне, есть только две нации. Это мусульмане и не мусульмане. И когда они говорят там, имеют в виду, что... Да, когда они имеют в виду наш народ, там туда-сюда, то есть это имеется в виду мусульмане. Маршал, приводите свободу. Пацифист, вот, еще раз могли бы прокомментировать, вот, что общего нашли хорошие русские и вот эти вот строители. ИГИЛ, он не существует, но вот эти его сторонники, они дальше продолжают паразитировать на Ичкерии 2.0, на этой теме, то есть на теме трагедии чеченского, на его политической вот этой вот площадке, да, продолжают паразитировать. И как вам вот Маджлисуль Шура, который провел Пономарев, что они общего вот имеют, что там происходит, по-вашему? Вы могли бы прокомментировать? Да, спасибо Ибрагиму. Он самый неспешный, это раз. Второе. Я понимаю, когда действительно по одному предложению и сразу комментарий обсуждения воспринимается легче, чем длинные монологи и диалоги. Мои комментарии такие. Я разделяю позицию, убеждения, взгляды Ибрагима, которые есть наиболее демократические, правовые и так далее. А все, о чем говорят одним словом, двумя словами, это популистская политика, пытающаяся... популистская политика,
Вот. Дальше можно подсказать, я скажу дальше, если вам. Это не популистская политика, это исламистская политика, это политический ислам, политислам. Вот эти лубянские мудаки во все щели втыкают вот этих своих уже подготовленных вот этих мудаков, которые во всех странах засели. Им они, когда выезжали, подготовили все документы, чтобы им дали виды на жительство, чтобы их приняли, чтобы кефиры, вот эти западные, забугорные враги России, враги ислама, они сами за свой счет кормили тех, кого прислали, чтобы чеченцы никогда вообще не восстановили свой суверенитет, свою независимость. А чем это можно было сделать? Правильно. Самой мирной религией на планете Земля ва исляма. Да-да-да. Вот видите, каких мудаков вот эти так называемые оппозиционеры России с собой рядом сажают. Да-да-да, вот этих мудаков, которые строят шариаты, игилы, бурикаты, хренекаты. А вы слышали, чтобы вот там говорили о свободе, права свободы, демократии? Вот он же прямо говорит, что не надо нахрен говорить про демократию. Нужно говорить, что мы строим исламское государство. Вы вот, какая популистская? Вы же здравый человек. Почему вы это сглаживаете, это дерьмо? Почему вы боитесь говорить правду про все, что происходит над чеченским народом? Вам кто-то по ушам ездит, или вам платит, или вы слепые, или вы глухие. Вендетта. Я закончу, если позволите. Я осуждаю всякую популистскую Всем добрый вечер, Маша. безответственную, как безответственную. Осуждаю. То, что вы сказали, поддерживаю. И еще раз, если это международный стрим, пожалуйста, не все так хорошо владеют русским языком, а тем более общественно-политической лексикой. Мне очень нравится... Przepraszam, pan mówi po polsku. Jeżeli pan chce, możemy po polsku rozmawiać. Nie ma problemu. Pan rozumie po polsku? Польский не является международным языком. К моему большому сожалению, на постсоветском пространстве, ближнем и дальнем зарубежье, наряду там, к примеру, с английским и арабским, русский остается международным языком. Подождите, вы все еще на этого. Какой арабский нахрен международный язык? У вас там с кукухой все в порядке, пацифист? Какой он международный нахрен? Покажите мне, какой он международный. Вы вообще в своем уме? Что вы несете? Международный. Пожалуйста. Ну покажите мне, какое международное. Это я вам объясню. Я вам объясню. Те же народы, которые арабы завоевали, это там говорится, как и русский язык, говорится там, где русские оккупировали другие народы. Международный язык, бля. Я сейчас объясню. С вами согласен. Так же, как английский, это язык имперцев, колонизаторов, завоевателей. Так же, как и русский язык. Но пока международным сообществом, приняты. Английский имперцев, завоевателей. Английский уже давным-давно по-другому завоевывает сердца. То есть, когда несет миру цивилизацию, когда несет миру технологии, когда несет миру демократию, когда какие-то ценности они приносят, да, люди сами пытаются это изучить через их язык. Англичане давным-давно сейчас уже американцы, носители этого языка, они давным-давно не играют вот так вот, да, зажимая кого-то в старинную вот эту вот игру, да, обезьянничаю, завоевывая кого-то, завоеватели, 5-10. То есть давным-давно от этого отказались, всем вернули все назад и ведут вообще другую, скажем так, стратегию, да, когда сейчас, честно говоря, вот в Англии чуть-чуть, скажем так, с вот этим
приемом там людей из других стран, вот у них, но это их внутренняя проблема все равно. Они, я думаю, ее как-то сами, если она для них проблема, они ее решают. Если не проблема, то им, значит, так нормально. Я уже хотел... я хотел прокомментировать насчет языка. Насчет арабского языка. Я даже догадываюсь, почему его приняли, да, там в России. То есть в России конкретно пытаются зарядиться на джихад. То есть все вот эти вот мусульманские, скажем так, народы, да, которые там, которых там русские, скажем так, используют, да, русской собственностью, которой являются, да, вот эти вот народы, их аккуратно, чтобы вот эту исламскую тему, чтобы как-то смотивировать там на джихады Украине и еще намечающиеся, к сожалению, включая там всякие вот эти вот, которые Муцураев пел песни, да, которые у них тоже намечаются, к сожалению, еще раз. То есть я даже догадываюсь, зачем потихоньку они вот это вводят. А у меня... Маршал, Леон, приветствую, шалом. Иншаллах, в России скоро будет шариат, иншаллах. Привет, брат, привет. Всем добрый вечер, Маша. У меня вот этому сверху вопрос интересный есть. Что-то... А как это серьезно он пришел, что арабский это международный язык, и где это написано, и почему? Когда я вот по работе часто летаю, да, ну сейчас меньше, вот сейчас, я что-то не видел, чтобы международный язык был арабский, обычно английский, да, там, вот так, как бы, арабского что-то вообще не пахнет. А как он пришел? Леон, он, скорее всего, международный арабский терроризм перепутал. Не, вот как, просто вот дайте ему мне, вот как он к этому пришел, откуда он это вычитал, что-то мне такое, вроде голос такой интеллектуальный такой, да, там, говорит такой бред. Как вы к этому пришли? Можете объяснить? Где вы, откуда это взяли? Аллах дает, а ты докажи, что не Аллах. Алло, 29-й, сверху, прием. Похоже, с этого опера не докажи, что это Аллах. Точно. Давно тебя не слышу, я думал, что ты на хадж поехал. Вы слишком грубо дискутируете. Все, давайте. Агрессивно ведете дискуссию, поэтому люди... Работа была. Вообще-то я тебя не видел. Я думал, что ты на хадж полетел. Камень поцеловать. Хотите прикол? Я сегодня ржал. Сегодня словили на границе Сирии группу этих, как нужно сказать, группу этих... В общем, иранцы послали спецназ, которые всю жизнь готовились к своему святому дню, по несколько групп. Там много было, да? И вот они доползли до израильской границы, и их словили, там всех перебили. И знаете, кто первый их встретил? Девчонки-пограничники. Вот он полз, она его так головой, как мячиком, хрять, блядь, и он туда улетел. Ты представляешь, сколько... Машалла, блядь, я же поэтому еврейку ищу, чтобы спокойно спать. Я уверен, что если рядом еврейка, спокойно спать. Хотите, понимаете? Как закат. Да, вы понимаете, спецназ Ирана пришел, полз неделями, там, что-то серьезные, там, рассказывали, там, целые конспирации были. И что-то и наших, так как-то они так пролезли, возле границы буферную зону, и на буферной зоне их словили. Вот, и как бы, и кто словил? Пограничники, девчонки. Отхуячили их. Алло, что там у вас там происходит? Что за обучение, я не понял. Представь, муджахидов отникахали еврейские, пограничные, вообще, я не знаю, этих у них нет остальных.
Ну, короче, с характером девочки есть еврейские. Полностью от Никахра, муджайду Аллаха. Общее задание, спецзадание, всю жизнь готовишься, провалили. Такие конкретные элитные, там у них считались там по биркам, они... Я же знаю, я же читал, смотрел там, видео видел. Я же поэтому сказал, желательно из, короче, какого-то спецподразделения еврейку ищу, чтобы спокойно спать, с открытой дверью. Самое главное, вот этот Джулани так сильно разочаровался, он же против них. Он говорит, а как это они через меня проползли? А они проползли именно через всю его армию, просто, представляешь, они ползли так тихонько, там, только вечером. И только вот, и вот вечером они уже начали ползти границы. Прикинь, на Масте тоже в той же позе делали, 100%. Слышишь, пацаны шли к успеху. Ну, не получилось. Интересно, сколько памперсов потратили на дорогу? Так что, ребята, Абдуллашки, бабуины, вы когда говорите на еврейских женщин, задумайтесь, что если эта еврейская женщина вас встретит в жизни, оставь мужчину, она просто возьмет ваши бейцис, да, яички, зажмет и будете хором... Микроскопические. Да. Будете как этом в церкви хором петь эти. Я же говорю, я не просто так дал объявление, что ищу еврейку. Готов предложить сердце, руки, ноги, уши, почки, печень. Я когда сегодня это увидел, начал читать полностью, да, там, ну там есть это. Я начал ржать, потом как бы пошли подробности полностью, раскрыли. Вот. И я охренел. Так что, малохольные. А пацифист, он здесь с нами? Я спокойно же с ним разговариваю. Он сейчас намаз-то делает, вечерний, сейчас придет. Я же как культурный еврейский мальчик с ним разговариваю. Спокойно, тихо, аккуратно. Он сейчас магриб намаз делает, сейчас придет. А есть у нас мусульмане такие истинные, вот просто нормально, без матов, так поднимитесь, поговорим. Ты что, издеваешься? Я тут 4 года мусульманина ищу. Есть там эти истинные такие? Я знаю, где они есть. Они со мной в Кабуле под мостом на судах. Они в интернет, правда, не заходят. Они говорят, что кафирскими вообще ничего не пользуются. Истинные муджаhiды. Вот под мостом со мной есть тут. Короче, у нас все... Поднялся один истинный такой, серьезный, конкретный, такой, слышал, да, там вот это, мы в Европе устроим там это. И я свой знаменитый вопрос, у них много, просто я не хочу все раскрывать карты, но на первом вопросе они все сыпятся на базе. Я спросил, вот он кричал Мухаммад. Я говорю, а как ты определил, что он Мухаммад? Знаешь, что он сказал? Мы в него поверили, все, он нас убедил. Ты понимаешь? То есть, что получается, ребят, если нету базы, если не могут объяснить саму базу, да, веры, получается, нету веры. То есть, нету истины. Получается, нет ислама. Значит, кто-то написал, люди написали, но забыли написать базу, объяснить базу. Леон, ислам знаешь вообще, с чего начинается? С лжесвидетельства. Просто начало ислама, оно начинается с лжи. Потому что человек свидетельствует о том, о чем не знает. Ты представь вот такую картину в суде. Свидетеля привели, очевидца каких-то событий. Его спрашивают, ты кого там видел? Он говорит, я видел динозавра. Динозавр ему откусил руку. Он говорит, кто еще видел? И вообще никто не видел. Кроме меня никто не может видеть. Вот такой пустой свидетель. Как можно эту шахаду сделать? Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Он не знает ни Аллаха, ни Мухаммада. Ему это просто арабы написали и поднесли под нос. И говорят, вот это правильно. А я начинаю смотреть, правильно это или нет.
Сам начинаю. Не это мулло, балаболу, проституток, имамов, шейхов слушать, а сам читать. Потому что я тоже умею читать, писать на несколько языках. Начал читать, короче, полное дерьмо. Притом фашистское, террористическое, человеконенавистническое, аморальное, педофилия, инцест, насилие, рабство. Что там нету, скажите мне, что нету в исламе? Я отрекаюсь от ислама задним числом. В 10 лет я начал делать намаз-то, и первый месяц Рамадан, в 10 лет я первый месяц, представляешь? Взрослые говорили, не нужно, не надо, зачем там, 3 хватает. Я муджахидом стал. Прикинь, если бы я был в Норвегии или на Чукотке, мне вообще не нужно было бы поститься. Потому что Аллах сказал, поститесь от рассвета до заката. Слушай, Всё, пацаны, что- ты там пишешь? Сейчас, брат, секундочку, брат. Ты там пишешь, да включи мне эту кукурузку, микрофон, нормально это. Я же с тобой нормально говорю. Что там, подлец, модлец, это... Или ты как эта девочка вот эта, на переписках? Я думаю, он сам с собой разговаривает. После... Представляешь, пацифист умный человек, да. Но он умный только в свою сторону. В остальных сторонах он не хочет быть умным. Не хочет быть разумным. Я хочу Да. понять логику этого человека. Вот я в открытую говорю, как хочу понять логику, цепочку этого человека. Вот. И что-то я вот сижу, слушаю его, слушал, и никак не могу словить эту нить. Откуда он это все берет, с какой головы. Ты смотри, пацифист, если хочешь писать, можешь внизу в чате писать. Подожди, Леон, а что евреи, если что? Если евреи нужно стесняться кого-то, что ли? Если бы я был евреем, я бы с гордостью это сказал, что я еврей нахрен. Кого мне нужно было бы стыдиться, если бы я еврей нахрен? Кого? Какой народ? Если бы я им был бы, я бы это с поднятой головой бы сказал. Да, я еврей нахрен, ну и что? Какие у вас ко мне претензии, вопросы? Не, какая разница, какой нации человек. Серьезно, какая разница. Главное, чтобы он был нормальный. Я считаю, ну кроме мусульман, кроме бабуинов. Там, потому что, я тебе могу вот точно сказать, потому что они идут по своей вере, а в этой Камасутре там ничего нормального нет. Так что это не может быть нормальным. Ну и вот пацифист тоже такой. Пацифист, если хочешь подниматься, поднимайся, только говори. Писать в чате, можешь внизу сидеть. Как будто это вы евреи, это если бы я им был бы, я бы был горд. Как сегодня я горд, что я чеченец. И вы евреи. Как будто вы это евреям, как глаза это говорите, что евреи какие-то не люди. Вы же вообще боитесь сказать, кто вы такие, вот евреи поносят. Большинство, кто это за евреев, вот, особенно нашей национальности, они вообще не знают даже географически, где находятся. Никогда в жизни живого еврея они не видели. Просто вот так вот где-то слышат, подхватывают и все. А так в жизни, если бы они... Я, например, я взрослый человек, я в жизни очень много людей, и с евреем, можно сказать, весь этот бывший Советский Союз, я всех уже знаю, менталитет, ихние традиции. Сегодня этого нету, как СССР разорился, все, эти люди замкнутые. И они не видят других людей, если ты не уходишь на люди, ты не знаешь их. Даже дома, в Чечне есть по 10 лет, даже в центре Грозного, а там
200 с чем-то километров расстояние от одного конца до другого. Вот из-за этого кто-то, вот как эта пропаганда работает, из-за этого они говорят. А у меня вот так, и в России, куда бы я не был, не уезжал, все равно я сталкивался, у меня всегда помощь только была от евреев, честно скажу. А вот пропаганда это работает. Я сегодня был на курсе, меня послали сейчас на курс в университет учиться инженерия и это искусственного интеллекта, да? Ну так, там что сейчас много... Да ты даешь, нахрена тебе это нужно? Хафизом куда-то, мулой на районе, блядь. Зачем тебе работать нахуй? Слушай прикол. Сейчас много фирм, как бы, и вообще мир двигается в том, что ну, искусственный интеллект заходит там на заводы, на компании, там, короче, такие вещи можно вытворять. И пришли туда ребята, как бы, скромные такие, знаешь, в футболочках это, и они сидят и учат. И в конце, я слышу, в конце как бы урока, эти два парня, одному 28, одному 32, или 34, они сделали программу LM для инженеров, которые заводы там, да, ведут искусственный интеллект, помогает там, управлением. Одна компания американская купила их программу, они только стартанули за 10 миллиардов долларов. Они 5 долларов... Им Аллах тоже дает, да? Да. И 3 миллиарда долларов они отдали на пожертвования. Ты прикинь, куда вот это все... Молодые парни продумали программу, как она оптимизировали ее. И их уже стартап купил какую-то там, их компанию купил в Америке там, и дальше. Представляешь, как идет это? Сейчас мы тоже, да, Вендетта, мы тоже давно собирались открыть фирму копания колодцев. А мы так и не сделали. По всей планете колодцы выкопали. Все наварились, а мы до сих пор здесь говорим о них. Нужно отдать должное. Из Мюнхена один чеченец, он в компании вот это, Apple, по-моему, не помню, вот это программирование. Он первое место занял сейчас, недавно. К чему я говорю? На следующей неделе приедет один парень, тоже чеченец. Он в Силикон-Валли, кстати, приезжает. С бородой до пупка. Борода есть? Не, там он не мусульманин. Он приедет и будет тоже обучать, как бы рассказывать это. Там очень массированная такая, знаешь, насыщенная программа, и надо сдавать постоянно эти экзамены, постоянно. Ну, там надо готовиться ко всему, там это университет. За этим будущее. То есть я так... Да, если вам там механик понадобится, если нужно будет, шаттл разберем и соберем на месте. Это я знаю, брат. Будь здоров, у вас это как говорят? Я ж на правду. У нас дал был конхиятам говорит. К чему мир идет вперед, а эти сидят еще, блядь, вот это там в каком-то веке до сих пор, блядь, да? Насколько такой же промежуток времени и развития они отстали. Вот я сейчас смотрю, и даже вот когда я с ними разговаривал сегодня, да, думаю, ну, Саудовская Аравия, с ним тоже сказал, говорит, какое оставь там, только поднимай стартапы, эти вкладывают деньги, и быстро кто-то перекупает их. Там, как бы, знаешь, такая перевалочная база. И то там все, ну, на соплях, как бы, все это, типа, реклама. И вот я смотрю, другие арабские страны, вот все арабские страны, блин, ну, насколько они все отсталые. Ничего. Между с этим мечетью постройте пару этих... Извини, Леон, вот это одноразовый, опущенный, смотри, что у него в голове должно быть. Ичкерия свободно, вечно, кадырку поставил, и еще выше тут шлюха, как ты представляешь, каким конченным, опущенным мудаком нужно быть, бесхребетным. Видишь, еще еврейский флаг, рядом свинья,
Алло, это, короче, именно вот эта свинка, рядом с российским флагом нужно свинку рисовать, свинку Пеппе. Ты же подрусская шлюха, шалава, одноразовая. Вот Ибраим классную тему поднял. Так, это опущено. Сейчас отправим к Аллаху на концерт Кобзона. Иван, ты трейдингом не занимаешься? Пошел нахрен отсюда, ублюдок. Чем? Трейдинг, по-моему, называется это. Трейдинг. Трейдинг, да. Спрашивай, ты вот эти следишь, занимаешься, вкладываешься, вот эти трейдинги есть, которые там падают, акции поднимаются, там. Не. Я как-то был на бирже, интересно это все, но потом... Нет. Евреи не дураки, да? Вот смотри, парень покупал ScanDisk акции, это лет 3 года назад, 2 года назад. Я говорю, что ты так скупаешь эти ScanDisk, эти в акции? Он говорит, искусственный интеллект, потом понадобится память. В один день акции поднялись на 200%. На 200%. Вот тебе представь, что вот этот, сейчас этого парня уже я не знаю, где он сейчас, я представляю, но я знал, что он за бешеные деньги постоянно покупал. И по дешевке. Изучать, надо чувствовать. Это нужно 90% своего времени потратить на все это. Ты вообще, короче, от своих близких, от всех, ты в дороге, ты постоянно должен сидеть в этом дерьме. Я знаю, что это такое. Мы были на одном конференции в Европе, кстати, и там были эти блогеры, да. Так я тебе говорю, у него в ухе этот наушник, 2 телефона в руках. Постоянно, да. Да, 2 телефона в руках, и он постоянно знаешь... Ноутбук заряженный, 2 батарейки запасные. Вендет, опенсивать, эти демек дуахета. Да, ну вы что, как вот Леон говорит, там запасной ноутбук, там вообще батарейка, у него целый чемодан инструментов вот эти электрических с собой, если он выходит. Ему там один говорит, слышишь, все, пойдем уже там, в ресторан сидим, да, там, расслабься. Он говорит, не могу. И мы спрашиваем, все, бывает там время отдохнуть. Я понимаю, работа. Он говорит, я как зараженный бегаю с этим, понимаешь? Ему в кайф это. Да, правда, это болезнь уже, болезнь. Это уже болезнь у него, понимаешь, он говорит. Он уже спит с этим наушником. Даже если там 200 миллиардов заработает, он вообще, не остановится. Вообще, так, друзья, я вас прерву на секундочку. Может нам перезагрузиться, потому что у нас основной эфир прошел, да? И сейчас у нас свободный микрофон, а у нас теневой бан, то есть к нам не заходят. Все, пока, Парма, то чего? Это я сейчас к усатому пойду, насихну там, по самой, не могу. Сейчас приду. Ибраим, перекинь мне вот эту запись, вот эти 2 чувака на экране, вот эту запись перекинь мне. Да, сейчас перекину. Друзья, только не расходитесь, это не для того, чтобы мы тут разбежались, просто наоборот, чтобы у нас нормально мы там высвечивались. Я сейчас по 5-10 минут там насихну. Да, надо рестарт где-то хотя бы 5 минут, 3 минуты подождать и включить, не сразу. Чуть-чуть. Да, надо 3-5 минут хотя бы подождать. И когда есть эти включить, все подарки, вот эти командные подарки кидать подарок. Да, чтобы он туда высвечивал. Это Муджаду, потяни там у тебя вариант 100 штук, 200 штук. Админ, мы у тебя тоже вообще-то не спросили даже. Админ, у тебя есть возможность уже продолжить это? Не, у него бац, я вижу, у него подарки закрыты, все закрыто. Пускай идет рестарт. Давайте, Леон, я ухожу, я сейчас приду. Не убегай.
когда мы будем здесь? И я подойду, пообщаемся, ребята. Давайте тогда. Админ, ты можешь перезагрузиться или ты не на связи? Как сможешь, ответь. И нужно перезагрузку сделать с паузой в 5 минут. Кучуауя, админ. Шаши отключаться садала, Ибрahim. Дамло, но нам нужно, чтобы админ завершил и потом начал эфир. Все равно вот такой видеоформат, он удобный, если когда нужно, чтобы мы любое видео могли прокрутить, хотя если его вовремя не вырубить, сразу теневой бан мы попадаем. Вот, Теневой бан, он лучше, Ибрahim. Вон видишь внизу роза, она такая мутная, то есть закрытая. Ты не можешь подарки дарить, ты не можешь, и ты не высвечиваешься у рекомендациях. Вот кто-то листает, когда ТикТок, и ты случайно им попадаешься. Тебя он перестает, да, он перестает тебя рекомендовать, и ты как в закрытой группе, Телеграм, что, моду, туда на общее обозрение мы не высвечиваем. Да, ставка есть. Короче, когда вот эти рожи показываешь в видео, и сразу их не убираешь, вот чуть-чуть показал, кто говорит, и сразу надо их прятать. Если их не прятать, то ТикТок, он врубает, короче, теневой бан. Так, Леон, у нас пока админ еще на связь не вышел, мы ждем. Не, неправильно, ребята, дайте 5 минут, бан стоит, я вижу. Мы еще не дозвонились до админа. Он нас еще не услышал. Без него, короче, не сможем запустить ничего. Да, тут что-то это... Надо, он, видимо, занят сейчас, подойдет. Лама сделает. Да, но он тоже уже... Я могу включить, просто мы видео не сможем показывать. Я могу включить. У себя, да? Просто видео ничего не сможем крутить. Да, вот из-за видео вот этот ресурс, он в любое время, да, когда мы что-то хотим запустить, чтобы под рукой было. Видео жгойт алихил теневой бан сих тасиш коротко говорит, наях ты еще. Вот пацифист подсказывает, все баны за жалобы, отсутствие движения денежных средств, согласен. Наиболее устойчивые стримы в виде батла. Вот как это работает? Да, надо батл включать тоже. А как в виде батла, в смысле? Там есть видео, кстати, надо поставить картинку вместо видео. Вот, и включить батл. Ну, есть там батл. Как участники будут подниматься, спускаться? Не, участники кидают подарки. Чем больше подарок, это он... Типа... Участники, разрешите предложить. Вот. Ты давай учи. Стой. Не надо. Завали. Ты сначала... Завали. Тихо. Завали. Тихо. Ты, когда будешь красиво разговаривать, ты сначала мне ответь на такой вопрос малохольный. Да? Как ты пришел к тому, что арабский язык, да, он международный язык? А вот то, что ты на меня обзываешься и на евреев, это я уже промолчу, мне это не волнует. Но вот ты давай блесни интеллектом. И когда ты сюда поднимаешься, без матов, спокойно, нормально ответь, поговори. Понял меня? Без матов отвечаешь. Давай, жги. Я тебе дам глубоко, если захлебнешься. Я обращался не к тебе. Да, я про...
Слушай, малохольно, если ты в жизни меня бы увидел бы и сказал бы это в лицо, я думаю, ты бы не прожил секунду. Вот эти твои с ТикТока, что ты сидишь там, герои, ты уж там дальше, окей? Давай это, лучше блесни интеллектом, да? Блесни интеллектом, спокойненько. Ты же такой интеллигентный мальчик или мужчина, кто-то там в штанишках, я не знаю, пытаешься что-то умное сказать. И вот ты сейчас сказал такую вещь. Арабский язык – это международный язык, правильно? Вот. Я хочу понять, как ты к этому пришел. Оставь, что ты не любишь евреев, меня. Мне это наплевать, что ты будешь говорить про меня. Мне просто интересно, как ты к этому пришел. Давай. Еще подыши воздухом, успокойся, без матов. И давай говорить. Давай. Тебя поднимай без матов, слышишь меня? Слышишь меня? Первое. Когда были мои маты? Отвечай. Когда я тебя слышу, я хочу спать, засыпаю. Ты лучше ответь мне такую вещь. Да? Ты вот эти свои как ты пришел к этому, и где ты прочитал, где ты услышал, как ты понял это, что арабский язык – это международный язык. Ты безответственный, я тебе отвечать не буду. Дай возможность сказать другим. Безответственный. А как это так, что-то безответственный? С чего ты так решил? Ты дашь возможность обратиться к другим. Что такое безответственный? А ну-ка, объясни мне. Ты дашь возможность обратиться к другим. Если я тебе дам, ты не унесешь. Вот ты мне объясни, ты как. Ты оккупант этого стрима, завали. Я оккупант этого стрима. Я уже оккупант. Вот ты смотри, вроде кажется человек культурный, да, интеллигентный, такой, кажется, такой голос такой, да. А вот несешь что-то такого, может, ты психушки сбежал? Вот мне или где-то там тебе... возможность обратиться к другим. Я тебе дам, я тебе даю. В чем проблема? Скажи мне такую одну делай, вещь. как я. Тихо. Выключай микрофон. Давай по очереди говорить. Давай, это же культурный, это же все это. Ты же почему ты с мальчик, больной на здоровую все время? Почему ты с больной на здоровую? Вот я с тобой как еврейский культурный мальчик разговариваю, да, вот видишь, спокойно, красиво, интеллигентно. Я тебя спрашиваю, как ты пришел к тому? Надо с больной на здоровую. И не переходи на личности. Ты первый перешел на личности. Ты подлый. Я на тебя... Тихо, я подлый, хорошо, я уже подлый. То я ответственный, то я подлый. Я уже понял. Первый перешел на личности. Ты первый перешел на личности. Ты что, у мусульман это научился плохо. отмазываться? Это плохо. Я не понял. Это плохо. Ты обвиняешь других в том, в чем прежде всего виноват сам. Спрашиваю, где обвинение? И обвиняешь других в том, в чем виноват сам. В чем я тебя обвиняю? В чем переходе на личности. В чем я тебя обвинил? Ты в первый начал. Что за детский сад? Первый начал. Первый кончил. Все, ты не интересен. Ты мне дашь возможность? Что я первый начал? Я тебя спросил. Бля, ну вы когда-то можете ответить на мой вопрос? Вот заметь, ты первый начал блякать. Вот ты, блядь. Вот, подожди, тихо, подыши воздухом, успокойся. Я не понимаю одной вещи. Когда я задаю кому-то один вопрос, какой-то вопрос, хоть один раз кто-то ответит на мой вопрос. У вас что? У вас всех там, бабуинов, у тебя, у всех. Я задаю всегда простые вопросы. Ни разу я не получаю ответ. Всегда вы уходите. В чем проблема? В чем проблема? Я тебе задал вопрос, спокойный вопрос. Как ты к этому пришел? Ты меня уже обвинил уже во всех грехах мира. Как тебе не стыдно? Как ты будешь спать спокойно сегодня? А? Даша, я тебя подниму, только спокойно, без нервов. Да? Я тебя подниму, чтобы ты не плакал в подушку. Давай. Жги. Первое. Не подгорай.
Второе. Будь демократичен. И не вали с больной на здоровую. Все? Это твой ответ? И не пытайся кому-то. Сейчас я Лазика подниму, не даст тебе мне сказать слово. Подожди. Я сейчас Лазика подниму. Не Чтоб, хватит блядь, одного подлеца. Ты попал, блядь, все. Ты попал. Вам много чести. Много Лазик? чести. What's прикол, Лазик? Короче, What's прикол? Шалом, кого не видел? Ибраим, шалом, шалом, всем шалом, радио. Лазик, вы сейчас Леон, вы у нас психологи здесь есть свои, как бы, скажем так, эфирные, которые успокаивают нас, ну, как бы, усыпляют там своими речами. Вы сейчас хотите спугнуть, короче, людей. Не, пускай говорит. Яма, ты что? Не, я наоборот, я зашел просто поздороваться. Как бы. Лазик, он сказал такую вещь, посмотри, давай, ты рассуди нас. Он сказал такую вещь, что арабский язык – это международный язык. И я так минут 5-6 слушал его, потом спрашиваю, а как ты к этому пришел? Где это написано? Где, ну, как это? Объясни мне. Он называет меня подлецом, оскорбляет меня, унижает, там, уже не знаю, я такой, я сякой. А как он делает на арабском? Лён? И на русском. А я сижу как еврейский мальчик спокойно. Нет, он, если это язык да международный, как бы, да, если он отставит да. как бы, арабский язык, он должен делать на арабском, по-хорошему. И я еще оккупант, Лазик. Вот скажи мне, Лазик, как и что мне делать, Лазик? Как разговаривать с ним? Я сижу, молчу, я задаю пустой вопрос, да, а он не может ответить. Шалом, Сергей. Что делать, Лазик? Что делать? Надо послушать его, как бы, ну, человек, как бы, опять же, еще раз. Понять есть... и простить. Простить не обязательно, как бы, но, опять же, люди ищут, некоторые люди, которые находятся в какой-то изоляции, как бы, да, или там, находясь дома, может, он под себя там ходит писать и так далее, как бы, ну, тяжело. Какая палата? Человек ограничен, как бы, да. Он сидит и начинает, вот, ну, не получается у него друзей найти, как бы. Из-за этого он всю свою жизнь ни с кем не дружил, скажем так. Но мы должны ему объяснить, как надо дружить с людьми, как надо общаться и так далее. Он же пытался пальцем вверх здесь мне, подожди, он здесь мне так... Арабский язык международный. Пускай на арабском что-то скажет. Я вас слушаю, дорогой. П, С. Дальше не видно, не знаю, не открывается. Можно на арабском с вами пообщаться? Брат, я сарказмом это говорю. Хотите спугнуть? Не, все, я его не трогаю. Я вас зашел просто поздороваться, пообщаться. Пацифист он, пацифист. Честь и общение такими участниками. О, и все равно сидит здесь. Такое тоже бывает. Эх, почему на мой вопрос, на самые простые вопросы, никто не может ответить? Я ж такие простые вопросы задаю. Странно. Давай, пацифист, жги, рассказывай нам. Вот эти вот, кстати, вот радиомарши, вот эти две морды, они такие вот прям отвратительные, я вам скажу. Я этого справа недавно слушал. Они тоже пацифисты? Они пипецкие пацифисты. Пацифисты, их знаешь, пацифисты? Они знаешь, что они такие? Они, короче, вот как раз вот такие вот, да, вот, которые сюда забегают. Они якобы там топят за... Маршал Масага, шалом. Свободные Ичкерии, шалом. И при этом, при всем, как бы, да, там, короче, получается где-то 10% за свободу Ичкерии, как бы, да, за свободу Чечню, и 90% пропаганды ислама, короче, вот эти вот, и один, и второй вот такой вот. Но при этом им надо употреблять якобы свободные Ичкерии, там, Кадырова где-то там обхать, такое, как бы, да. Ну, как бы они еще так хаят, так, чтобы дверь всегда была открыта, то ли Кадыров сам ее открыл. Вот эти два урода. Пацифист, все нормально с тобой? Ты там подушку не плачешь случайно там?
Все хорошо? Чтобы нормально так, по-братски разговаривать. Как ты к этому пришел? Ну, где написано это? Скажи мне. Такие мне не братья. Брат, как дела у тебя, пацифист? Как дела, братуха? Тебе шалом тебе с Израиля, братан. Тяжело, да, пацифист? Блин, я убежал от одного больного, я сидел в Хафиза, там сидел такой же заходил, этот Лео. Вот такой же сидел, как бы я прихожу сюда, ну, сейчас увидел ваш стрим. Ты такой красивый вопрос задал. И тут еще один его такой же сидит, его брат-близнец. Ты такой красивый вопрос задал, начал раскручивать, но просто ты его перебивал. Надо дать до конца, я же записывал, блин. Ай. Он потом понял, что ты его... Он потом понял. И он там пошел, газанул уже. Не, ну там же быстро как бы все это идет. Как бы Бхарма потом его добил уже. Кинь, Ибраим. Поднялся чувак и сказал, что он приехал в Европу поднять свою эту камасутрную религию и сделать джихад в Европе. Прикинь? Представляешь? Пацифист. А почему ты стал пацифистом? Арабский язык ввели, говорят, в России для школьников. Кто может подтвердить или опровергнуть это? Что? Арабский язык ввели как Арабский язык ввели для школьников. Сейчас было же английский или французский. Вместо этого сейчас говорят арабский. Я говорю, кто может это подтвердить или опровергнуть? В России? Почему нет? Может быть, и есть. Скоро будет. Почему? Скоро будет. Путин. Нет, почему нет? У тебя по-любому есть какие-то там, ну, смотря в каком классе, как бы, да, или что-то такое. Ну, может, как выборочно есть. Может быть, даже и до этого был. Я не удивлюсь, что такое. В этом нет ничего такого, как бы, нелогичного. Может, и вели. Пацифист, правда пацифист? Международный язык, это международный язык вели в школе. А чего молчит? Он это сейчас плачет с подушки. Обнял ее. Давайте этого пацифиста оставим, пускай там этот, я не знаю, что там делает сейчас. Я свой вопрос просто не дозадал, как бы, да, у меня было продолжение к этому вопросу, из-за этого, как бы, да, потом начали перебивать, и поэтому я не перебивал, я долго задаю вопросы, да, что ли, ну, мне надо как бы договорить, не знаю, минуту это будет, там, полминуты, там, 30 секунд и так далее, но вопрос мы будем окончен, как бы, да. Я тяжелый, да, я скажу, да, как бы, я это делаю долго. У нас сейчас вся картина пацифист, философ. В общем, все собралось, вся картина собралась. Всем здравствуйте, всем добрый Здорово. Вот философ. Вот ответь мне на вопрос, пожалуйста. Вот пацифист говорит, что арабский язык стал международный язык. Вот как ты думаешь, как он к этому пришел? С точки банальной эрудиции. Арабы, по сути, колонизаторы, и хоть арабский язык используется ради там какой-либо религии ислама, но по факту на международном уровне она никому не нужна. Вот. Видите? Пришел разумный человек и красиво ответил. Пацифист. Ради ислама, получается, это как бы несколько строчек, как бы 5 раз в день, да, получается? Но если ты прям правоверный мусульманин. А так для этого, ну, в общем, у тебя хрен не сдался, да, это арабский язык. Так, да? Кстати,
Очень грамотный, красивый ответ. Молодец, ПФС. Да, спасибо. А ты, пацифист, как к этому пришел? Ну-ка, объясни свою точку зрения, пожалуйста. Арабы же для международного уровня же все равно же используют английский язык. А я тебе еще по-другому скажу. Может быть, в интернете. Саудовская Аравия, Катар или, по-моему, Бахрейн еще, да? Они изменили свою учебную... Какого-то там... Они изменили свою учебную программу. Они теперь рассказывают про Израиль. Да? У меня вот один вопрос такой, да, я сам казах, и там, скажем, типа мусульманский народ, но вижу много кто тут выходит из ислама на самом-то деле, кто-то идет там в христианство, кто-то там становится просто там деистом, агностиком, да. Как думаете, вот эти мусульманские народы, как, допустим, казахи, там чеченцы, ингуши, там дагестанцы, переболеют ли исламом и перестанут ими быть когда-то? Ислам выйдет из нашей родины, как думаете? Смотри, я вот к чему поднял недавно говорю про технологию. Весь мир идет вперед. А вот эти страны, где этот ислам, он просто остановился, там время остановилось. И, конечно, со временем сейчас можно открыть интернет, можно почитать, узнать больше информации. И это все постановимо. Раньше не было такого. Раньше пришел мулла, рассказал сказку, и все поверили. Конечно, сейчас идет противоречие, огромное противоречие. Леон, а где время остановил? Где в Саудовской Аравии, там, где у тебя устраивают там какие-то там бои, там по боксу, там в трусах мужики бегают. Или там, не знаю, там Катар спонсирует. Аравия, вот сейчас... Где время? По-хорошему, ну, именно по-хорошему, якобы, что это мусульманские страны, да. Вот эти дебилы, да, бегают, вот эти вот бараны бегают, туда так кричат, там, шариат и такое. А где время конкретно остановилось? В каких странах арабских остановилось? Остановилось тупо на уровне как бы вот этих, ну как их назвать, я хрен не знаю, как что меня обидеть. Ты путаешь одну вещь. В Саудовской Аравии есть 7 или 10 провинций. То есть Дубай это провинция тоже, это не Саудовская Аравия, да? Не, ну Арабские Эмираты. Причем я не говорю про Саудиты. Ну, Арабские Эмираты, допустим, вот тебе, пожалуйста. Это Содом и Гоморра, это Арабские Эмираты. Так я тебе рассказываю, смотри. Содом и Гоморра. Слушай. Меня просто перебили. Арабский. Пацифист, выключи микрофон, это неудобно тебе это. Он что, специально делает? Можешь почитать в интернете, что арабские страны, Арабские Эмираты и там Бахрейн, они меняют программу, учебную программу про христиан и про евреев, рассказывают про Израиль уже не как там сионисты, там да, там, а нормально ведут программу. Мало того, они уже ввели закон, что можно в этом году, в следующем году там и христианские, и еврейские праздники. И они уже больше идут к айтаку, да. То есть они сами уже отходят от всего этого. То, что они навязали казахам, другим народам, и чеченцам, и кому угодно, там, этим мусульманским странам, свою вот эту религию, они на этом живут. Но в конце концов сама база уходит. Не, ну база, что значит база? Опять же, у них уходит ли он? Ну, они продолжают регулировать вот этими дебилами, которые разговаривают с нами на русском языке, если они понимаешь? уходят... Да, тоже правильно. Да, но в чем прикол? Если они уходят, постепенно, если база рушится, так рушится вся пирамида. Это закон такой. Теперь смотри, когда я вот сейчас пошел сегодня на первый курс, нас вот отправили в этот университет, инженер AI, представляешь, там. И там сидят такие уже толковые люди, не как я там, которые... Там сидят серьезные люди, которые в этом уже и программисты, и то, и то. Нас послали вот по работе. Я вообще не понимаю, что я там делаю, значит, с нуля все учу. И там были те ребята, которые из Саудовской Аравии, Бахрейне, вот там. Это больше все фейк, они там рассказывают, да. Это больше как реклама.
Потому что туда приезжают ребята, делают стартапы, продают быстренько и уходят. Но они к этому тянутся. Вот что самое интересное. Они на этой базе, они уже строят все эти города, айтеки. То есть, если база уходит, то есть сама пирамида рушится. Это вопрос времени. Но время такая вещь, что, значит, все, если они уйдут оттуда, да, как кафиры, так все, если не будет этого камня, черного камня, там вообще... Ну, поймает его другой, поймает, поймет, как бы, тут место освободилось, как бы, возьмем другое, теперь еще не важно, пускай это будет, как бы, там, не знаю, пускай это будет, там, чеченец, дагестанец, там, или, там, пускай будет, ну, не важно, кем он не был, как бы, да, я имею в виду то, что вот он теперь, что он возьмет, как бы, все это в руки, как бы, эти бараны будут регулировать, какая разница? Опять же, я не думаю, что они отпустят, как бы, эту тему, они не отпустят их, они 100% не отпустят. Как бы психологически они их не отпустят 100%. Но то, что они как бы больше стали такие западными, как бы, да, и они больше... Ну, и тут еще тема шиизма, как бы, и суннизма, да, происходит. Это чисто политическое. Это тоже такие, понимаешь, потому что, вот, например, когда Советский Союз якобы там развалился, вот этот Ельцин тоже ездил в Конгресс и делал такие. То есть говорил, что мы стали там демократами, мы будем архивы КГБ расследовать вместе. Они там тоже как бы сейчас пытаются прозападными там показаться, но все равно они-то сами, скажем так, хозяева вот этих идеологий. И на самом-то деле сами для себя они пагубные какие-то вещи они не допускают. То есть они развиваются сами как государство там, и так далее. А вот будулакам, они, когда заказ идет, там заказать какие-то фетвы, что-то такое, они это сразу в 5 секунд могут нарисовать. Да, не, они продолжают рисовать, как бы, не могут это нарисовать, а рисуют. Как сказал Ибраим, очень важная вещь. Это базовая вещь, это у них, понимаешь? Что происходит? Другие не могут взять эту базовую вещь, потому что вся построена вся вещь на них. А хочешь, не хочешь, если они должны будут идти с миром в ногу, вот, да, вот, жизнь заставит, да, скажем так, то они обязаны идти с миром в ногу, а не быть в этом сзади, с этой религией. Потому что эта религия не позволит тебе дать высшие технологии, учиться, развиваться. А надо идти вперед, или ты будешь сзади. Вот смотри, сейчас... Дай Бог, чтобы мы с тобой жили так, как они живут. В этом развитии, чтобы ты понимал. Есть программа. Как развиваться. На английском разговаривать без акцента, нахуй, чтобы ты понимал. Объясняю прикол. Слушай, рассказываю прикол. Регуляция, как бы, да, вот этими сознаниями, как бы, да, вот это, через эту книжку, как бы, вот я же говорю, я сколько раз употреблял, да, вот этот фильм. Ну, как бы я вот это... всовывал в разговор, да, вот как книга Илая, да, вот этот дебил, когда вот искал, когда вот Дензел Вашингтон, как бы там охотился на него, чтобы забрать эту книгу. И все, и он понимал, да, что вот эта книга, как бы, это регуляция, как бы, всего человечества получается, да. Это, ну, как бы, это апокалипсис и так далее. И вот они что делают, как бы, никогда это не отпустят, никогда это не освободят. И никогда это они не спустят тоже на нет. 100% не спустят на нет. Смотри, я тебе объясняю, просто слушай меня. Есть программа Cloud. Такая программа Cloud, есть там бесплатная и платная. Новая версия 5.5, да, когда вот вышла 2 недели назад, ее закрыли, месяц назад, ее закрыли американцы. Что случилось? Что это за программа? Ты можешь написать, я хочу такую-то страничку, не программист. Вот так она, чтобы выглядела, накидать картинки, и она тебе через минут 10-5 выдаст такую страницу интернета. Хочешь такую-то таблицу, хочешь, что ты хочешь, написал ей, а она тебе сделала. Аппликацию, я хочу такую-то аппликацию с таким-то формулом, чтобы посчитала, она тебе все это делает. Это AI, который работает с сайтами, да? Да, есть много таких программ. Вот Cloud, она самая это. Что случилось недавно, месяц назад? Они должны были вытащить апдейт. Они кинули ее на тест. Пошел главный инженер покушать в парке. Ну, там все, знаешь, там они... В конце концов, когда он кушал, он чуть не подавился. Почему? Пришло ему сообщение, что эта программа автоматически зашла в Пентагон. Все американские
сайберзащиты и взломала их и начала руководить всем балом. Даже у Трампа был такой разговор, ну вот интервью. Это уже какой-то Skynet. Да. А мало того, он ее пытался остановить, она ему не дала. Они должны были просто выключить серверки. И быстро программу заблокировали. Было интервью, посмотри у Трампа, вот бей Трамп Cloud программа 5.5, и вот у него интервью. К чему я тебе говорю, что технологии идут так вперед, что ты должен идти вместе с ними, или ты будешь сзади. Вот эта бабуинская сказка, да, вот эта вся эта, она не даст тебе впереди идти. А арабы хотят с Саудовской Аравии идти вперед с ногой. И вот это, у них не получится быть на два стульях. И они это прекрасно понимают, поэтому они начинают менять риторику. А если база падает, ломается, да, все, нету ничего. Ты думаешь, им нужна эта вера? Им нужна, у них вера сейчас деньги. Нет, Слышите, ребята, буквально пару слов. Да, ты прав в этом, да, они хотят сделать поправки, это тоже правда, они сами огласили это. Но там есть две вещи, которые им очень сильно нужны. Ну, я скажу вот так, две вещи. Во-первых, если эта цифра регулируется вот так, 500 миллионов арабов, для этого им нужны вот эти люди, это тоже они постараются не отпустить. Во-вторых, это большой бизнес, это же миллиарды несет, понимаете? Это тоже они будут до последнего стоять на этом. Ну, как бы это анекдоты не были или сказки не были, но это им несут деньги. А как это сразу вот так отказаться? Но поправки они сделают, да, прогресс идет. Они тоже это видят, им тоже прогрессирует. Вот, например, если это Европа или вот этот Запад не сделал бы им опреснительные заводы, ну как они сейчас жили бы? На одном этом замзам жили бы, что ли? Да? Понимаете? Они этого просто так не отпустят, ребята. Миллиарды доход никто просто так не отпустит. Триллионы. Еще численность, которая, пусть будет триллионы. Вот эта численность, которые говорят, до сих пор русские говорят, что они 150-140 миллионов, хотя это не факт, они такого численности сейчас нету. Это, может быть, при Советском Союзе так было. Но они до сих пор это играют на это числе 150 миллионов. И для арабов тоже это вот так. Вот и сами дальше подумайте, отпустят они это, просто так уберут или не уберут. Ибраим, скачай программу Cloud. У меня не клеевный вопрос. У меня вот, допустим... Подожди, Можно я скажу, пожалуйста? Сейчас, секундочку. Ибраим, скачай программу Cloud. У тебя будет там две версии или одна версия на бесплатном, да? И задай, просто напиши, хочу такую-то там программу или хочу такую-то страничку. Ты получишь такой дизайн, ты охренеешь. И эта страничка будет живая. Аппликации. Можно я скажу? Философ, с твоего позволения, по-братски, пожалуйста, может секундочку, да, вот пока мысль не убежала, как бы, да, у меня вот просто вот такой вопрос, да, вот именно вот к Ибрагиму 72% мусульман, 71, по-моему, уже, да, уже понизил. 71 уже, да. Вот такой вопрос. Вот как вы думаете, вот когда они вот приезжают, допустим, те дагестанцы, да, будь то Хабиб Нурмагомедов, там, ну, все эти бойцы, как бы, да, дагестанские, там, исламисты и так далее, они вот бегают в трусах, а эти стоят в арабских одеяниях, как бы, да, вот как по пророку Мухаммаду. И те кричат там Аллах Акбар, как бы, эти кричат Аллах Акбар, и вот они перед ними там стоят, дерутся, как бы, да. И что о них думают, как бы, да, вот о тех дагестанцах, когда те стоят, дерутся в трусах, а им, получается, по религии, как бы, вот надо ходить в этом платье, да, арабском. Надо ходить как по шариату. Ты понимаешь? Лео, секундочку, да. До какой степени они их считают за обезьян, ты понимаешь, в чем дело? И те, в конце концов, такие, все,
Я на минуту представил, как ММА в платьях, короче, Хабиб дерется без трусов. Да, понимаешь, что Ибрахим. дело? А это уже нельзя, как бы, получается, по исламу, как бы, да. И этот стоит шариатчик такой, короче, да. И ему бабки ему кидают, короче, такое, да, деньги ему бросают в него, да, танцует, такая фигня. Понимаешь, в чем дело? И какие нахрен они получаются, как бы мусульмане, как эти арабы на них Да, мы смотрят. поняли уже. Ребята, Он сейчас пару слов эфир сказал. идет на 5 минут и старт. Секундочку, подождите секундочку. Послушайте. Радио, сейчас эфир идет на 5 минут рестарт. Когда он включится, киньте все командные эти очки. Радио, у тебя эфир забанен. И никто не видит нас вообще. Никто не Да, видит. тебя не было. Тебя не было. Мы тебя ждали Короче, просто. да, нужно вырубить, если у тебя есть возможность, вырубить 5 минут, подождать и врубить. Есть у тебя возможность? Мы зайдем, должны командные эти очки каждый кинуть. А лучше потом кинешь батл, только не включай камеру, поставь картинку и тоже 2-3 игры сыграй. Тогда меньше будете Потому что у тебя страйк стоит. Если ты не можешь Пока они врубить, ушли, видео покажи, я тебе скинул там 30 секунд, 20 секунд. Вот, честно говоря, вот эти дагестанцы, то, что в трусах там выступает, ну, вот такое у меня мнение, то, что спортсмены на самом-то деле, кроме там спорта, никак не развиваются, и думаю, то, что они дальше своего носа ничего не видят. И, по моему мнению, в основном большинство спортсменов, они очень тупые и вообще нигде и никак не развиваются, только спортом занимаются. Как бы они его купили, говорит, наши, говорит, мусульмане, говорит, младшие, говорит, они его, получается, как бы покупали, они из него делали харамного, они говорят, вот ты покажешь, что наша, говорит, обезьянка, говорит, иншалла, говорит, да, говорит, у нас все будет хорошо, спасибо, говорит, брат мой, говорит, они там обнимают, целуются, короче, в конце выходит в переодевалку, получается, раздевается, бежит на ринг, дерется, и вот они все братья-мусульмане при этом, как бы, и так далее, да. Сегодня, да, он уже заработал, они ему, как бы, там, в него вложили бабки, там, не знаю, куда ему вкладывали, как бы, но вложили, получается. Теперь еще может джинсы одеть, как бы, да, ходить в джинсах. Скоро, иншалла, будет ходить и в платье таком же арабском. Но неважно, как бы, а как он к нему относился, как к мусульманину, когда тот его целовал, обнимал, говорит, мы, говорит, все мусульмане, говорит, и так далее. Как этот араб к нему относился? Вот в чем вопрос. Ну, по сути, каких интеллектуальных можно действий ждать от каких-то там бойцов? Бойцы, которые выступали в людей, они изначально были накачанными рабами, а зарабатывали деньги и хозяева. И то же самое сейчас. Но для кого они это делали? Они делали это для Европы, правильно? Для меня, для евреев. Потому что мне евреев было интересно на них смотреть, как они там дерутся в своих трусах. Допустим, не в трусах, то, что они дерутся, а то, что они дерутся, как бы, да. Потому что я в этом ничего плохого не вижу, допустим. А арабы-то видят в этом что-то плохое, правильно? Это все. И вот он стоит, дерется, как бы, я вот тут за одного болею, как бы, тут приехал бразилец, с ним дерется и так далее, как бы, я за бразильца болею, там, неважно, за того болею, мне этот спорт нравится и такое. Но они-то его как обезьяну, получается, кидали туда на ринг, правильно? И они, получается, они его приводили к тому, чтобы он нарушал, как бы, и слово Всевышнего, да, что нельзя так ходить. Так получается? А тот придурок кричал «Аллах Ахбар», Фри Палестин, как бы, с этого ринга, да, в этих трусах. Или этот придурок сейчас тоже орет, как бы, тоже этот, как его, Чимаев. То же самое происходит. С ним же сейчас так же происходит, правильно? Это, получается, обезьянка, которая, как бы, арабы взяли вот эту... говорит, мусульмане, иди сюда, говорит, мы с тебя обезьяну сделаем. Говорит, это тем более такой, там, сильный и так далее. Короче, мы будем сейчас с тобой играться. Они кидают вот туда в ринг, но хоть при этом все это харам, так нельзя, как бы, да? И они его бросают. И вот он чисто обезьяна. Если он мусульманин, по-настоящему мусульманин, должен понимать, что его используют, как бы, да, что его берут как просто проститутка, его извиняюсь за выражение, как бы, и бросают. Он чисто проститутка получается, да, по-хорошему, в исламе. В исламе он проститутка. Тем более, когда он называет себя мусульманином, правильно? Так получается? Мусульмане сами по себе всегда продажными людьми было. Что там делали? Я не знаю, были они продажными, не были они продажными, это не касается. Но я вижу, что сегодня происходит, что они считают его за проститутку. Вот что я говорю. Так и есть, я же говорю, мусульмане все продажные. Я не знаю, кто все продажные, продажные. Я сейчас смотрю логически, как бы, на то, что происходит. Там кроме одежды и по лицу нельзя бить. Запрещено.
Ну, они тоже Ну, и по это, лицу это, перешагнули это. Ну, чистая марионетка, короче, да, вот игрушка их, да. А этот, братья, мусульмане, иншалла, скоро придет джихад и такое, да. Пипец. У меня есть знакомый с детства, я с ним еще дружил. Он, в общем, сын нефтяников, и его родители как-то отправили учиться в Америку. Он там закончил учиться на инженера, и потом как-то головой ушел в ислам, потом сказал, то, что Америка это какая-то кафирская страна, я обратно в Казахстан прилетел. Хотя ему там предлагали гражданство, он отказался. Короче, Я вот буквально вчера случайно, чисто на казахский час зашел. Я хотел сюда зайти, ну, чисто так получилось случайно. И они там разговаривали про ислам. Один старался убедить их, что не то, что убедить, он даже по-исторически объяснял, что к нам они пришли с мечом, вот так мы и приняли. Мы, если глубоко копнуть, мы вышли из монголов, вот так он объяснял им. А потом он перешел вот этот ураза, есть вот это Рамадан, ну, когда надо поститься, а там написано, когда солнце садится, когда солнце встает. И он говорит, что он где-то жил, то ли в Норвегии, то ли в Чукотке, я не знаю, но он там где-то жил. Он говорит, здесь полгода солнце, да, он зашла и не выходит, говорит, и если она вышла, то не заходит. Как мне поститься? Они, не понимаешь, о чем они говорят, вот по времени, вот времени же есть, а время тоже как какие-то кафиры, по их убеждениям, если говорить, какие-то кафиры придумали это. А потом второй подключился, чтобы помочь тому, кто в исламе. Он говорит, помнишь, что сказали, что Даджил придет туда-сюда, вот так начал говорить. Я хотел им сказать, ребята, если вы умышленно или неосознанно приписываете с вашему Аллаху то, что он не говорил, или он не сделал бы это, или он был бы, если это он не сделает, он был бы несправедливым. Там нет ничего такого. Они даже не задумываются над простыми вот этими вещами. Вот если Аллах, я говорю, Даджал сам себя сотворил, нет, ту силу, которая у него есть, он сам себе это сделал, нет, это Аллах ему дал. Ну смотри, я говорю, если Аллах ему эту силу дал, он оживляет мертвых, да, он когда засуха, он просит дождь, и дождь идет, правильно? Да. И он когда говорит, поднимись золото из земли, золото поднимается, да. Так люди обманулись, когда увидели это, потому что это невозможное, ну, чудо такое, если... Ну, это сказка, но все равно это чудо, да. И потом он его винит за это. Там ему это все дал, там так сделал, а потом его винит. Тогда получается, что он несправедливый. И они меня выкинули. Они меня выкинули из своего чата, да. Верта, хочешь, я кое-что расскажу? В общем, там был один человек, который читал Коран, и читаю Коран, чтобы у вас там, типа, чтобы вылечить вашу порчу из глаз, да? Я такой ему пишу, если ты путем Корана можешь вылечить там порчу из глаза, тогда ты можешь, пожалуйста, вылечить людям там, не знаю, простатит или геморрой, если ты даже от глаза и порчу можешь вылечить, хотя бы на врачей не придется тратиться. Эти имамы, проповедники профессиональные, там, скажем, обманщики, эти же арабы, же торговцы, у них в крови, там, скажем, мошенничеством заниматься, да, они даже вот этот какой-то камень, на фиг его кучу денег, зарабатывают и заработали. Говорит ему, когда это произойдет, правильно? Я вот сейчас, допустим, могу сказать, у тебя все будет хорошо. Когда будет хорошо? Без 15. Без 15 чего? Там, не знаю, без 15-3. Когда? Увидишь? Я вот слышал, я знаю, что все у тебя будет хорошо.
Ну, Когда умрет, 100% все будет хорошо. Ни хрена не будет чувствовать. ну, как казахи, кстати, связан с монголами. Я помню, я одну игру играл там, японскую, там игру, там война монголов и японцев. И там в игре там монголы о чем-либо говорят. Я, представляете, понимал, о чем они говорят. Я даже не знал, что казахский настолько на монгольский похож. Спокойной ночи всем. Было приятно всех увидеть, пообщаться. И Ибраев, Верта. Доброй ночи. Доброй ночи, парни. Всем здоровья. Спокойной ночи. Так, админ, включи тогда нам видео, давай посмотрим. Вот когда Чечня станет самостоятельной, как вы полагаете, она будет ли или нет она исламской республикой с законодательством, основанным на нормах шариата? Как мне сказал Ахмад Закаев при личном с ним разговоре, он сказал мне, вот это Коран и Сунна, то, что вот Чечня стоит на этом, да, Низам 2002 года, я ему читаю эту поправку и говорю, ты стоишь на этом? Клянусь Аллахом, он мне говорит, тот, кто на этом не стоит, он говорит, с возмущением, он же даже не мусульманин, он мне говорит. Да, или так и надо было ответить, а не там, как уж на сковородке мутить. Я, кстати, посмотрел полностью документальный фильм. Так, не слышно. Философа не слышно. Я документальный фильм смотрел про ИГИЛ, и у них спрашивают, а что вы будете делать с суннитами или шиитами? И там игиловцы отвечали, там ваххабиты, у них недостаточно веры, они не на истинном пути, и мы им дадим выбор. Либо вы принимаете ваххабизм, либо вам секир башка. Джихад должен быть до тех пор, пока все страны мира не станут исламскими. Мы должны путем джихада это, соответственно, и сделать. И если человека что-то напрягает в исламе, допустим, если он считает, что педофилия плохо, или там продавать наложниц это плохо и так далее, там грабить караваны тоже плохо, то у него недостаточно веры. И он должен принять религию такой, какая она есть. Если он где-то видит, что противоречие в исламе, то пусть он просто в это верит и никаких вопросов не задается, да и все. Игиловцы говорят о том, что если человек является шиитом, суннитом, это у него недостаточно веры, либо он принимает ваххабизм, ему дадим выбор, либо секир башка, и все. Это один хитрый человек придумал это все. Его звали так же, как этот ваххабизм, ваххаб. И он почему это сделал? Там же где-то 1800-е годы, там же песок, там и нет такого работы, ну надо же как-то прокормить себя и семью, и плюс он целился на государственном уровне, чтобы все это было. И он так сговорился с этим в то время, когда был этот правитель Саудовской Аравии. И ему он такое предложение сделал, головокружительную, вот так я скажу, что, мол, он придумает такую религию по сунне пророка, и все, как ты сейчас сказал, шииты, салафизм, все мы отменим и подчиним весь народ под эту религию. Ну, они так и сами называют ее религией, хотя это не религия, это. И вот под эту идеологию он, тот соглашается, ничего себе, говорит про себя, он так думает, я вечно, если я умру, мои дети будут, и ты подгонишь,
будешь называть это шариат туда-сюда, на сунный Коран. И он согласился на это. И они это вместе замутили. Это получается вот этот халиф, а вот этот алим, как у них называют, шейх. Они вместе вот в ногу идут. Его дети тоже до сих пор там. Вот этого правительства Саудии они переименовали на имя Сауда. Это фамилия у них Сауда. И они до сих пор правят этим. Вот так это сделано ваххабизм. И если какое-то, видишь, когда на какое-то общество или народ заходит, оно то же самое делает там. Потому что она вот так была создана, и другого концепции у них нету, только это. Подчинить людей под себя. Силовой методой. Обманом тоже. Все плохое они используют, чтобы подчинить их. Вот так они и сделали до сих пор. И гордятся тем, что они смогли это сделать. И хотят порабощить других народов тоже. Это самое, что ненавистное для человека, это ваххабизм. Потому что это через обман сделанный, чтобы обогатить себя и своего потомства. Только и всего лишь вот эта цель у этого человека была. Лишь какую-то религию, это не религия, это идеология. И алчная идеология. А другие, которые работают на них, там среди них могут быть полезные идиоты и какие-то работники, солдатики, которые получают деньги. Вот это истинная правда. Потому что до сих пор, по сегодняшний день, она контролируется, вот эта монархия, одним фамилием Сауди. Всю вот эту полуостров они взяли себе и плюс перевошали соседних дом. Даже не соседа, но Египет, там, Ирак, Ливию, все это они под себя. Вот так, вот такая история, если коротко сказать. Но она длинная, там они сами это написали. Я не от себя говорю, я прочел это и понял, как они это сделали. И вот это, я еще хочу сказать, вот до Салмана дядя умер, который было 90-91 год. От того, кто придумал это первый раз, его сыновья, одного его сыновья тоже зовут Вахаб. Он фотографировался Абдул-Азизом. Это находится в архивах. Можно через онлайн найти это. И его тоже имя Вахаб. Они вместе, потому что они вместе создали вот эту идеологию. А для нас они преподносят, как будто это какая-то религия. Они чисто для себя это сделали. Ну, и хотят нас подчинить под себя. Вот каким-нибудь любым обманом или угрозами. Сейчас вот все у антитеррора там сидят, вряд ли кто сюда зайдет. Может, не, мы плюс в теневом бане давайте лучше здесь вырубим, потом матлы, это как-нибудь потом. У тебя врубим Фаргу. Есть у тебя возможность? Ну, сейчас у меня да, нормально не получится. Я завтра утром могу включить. Сейчас все равно разговаривать особо. Ладно, тогда вырубаем, и там кто хочет, пармату Я сейчас немного хотел добавить, чуть-чуть. Не, просто люди сюда не зайдут все там у него, поэтому я говорю, так-то можно и включить. Там игиловцы, кстати, вот как оправдывают убийство женщин и детей на джихаде, они говорят то, что это джинны только в обличии людей, и их не грех убивать. И когда спросили про талибов, про Афганистан, Талибан, да, они мусульмане или нет, игиловцы ответили, они не мусульмане лишь по одной причине, потому что у них нет наступательного джихада, а только оборонительный джихад. Философ, не уходи сейчас, перегрузят чат, зайди снова. Ладно, хорошо. Ладно, тогда Машу, админ, если есть возможность там... Давайте, короче, сегодня завершаем, да, завтра еще будет у нас стрим. Иншаллах Рахман. Во имя Отца и Сына
короче, на сегодня завершаем. Всем благодарность за тапы, за присутствие, за комменты. Маш Ойл. Все оставайтесь, пребывайте, будучи свободны. Философ, подпишись к Верте или Ибраиму, или ко мне там завтра в течение дня. Да, хорошо. Всем удачи, доброй ночи, увидимся. Приятно было. Всего хорошего. Давай, Маша, давай. Надо с этим батлом разобраться. В круглосуточный, телегу уходим, кто хочет дальше общаться. Да. Ссылку найдете здесь. Şoşin nehta yaptırıyor